Guten Tag, liebe Zuschauer. Добрый день, уважаемые зрители. Приветствую вас на онлайн-конференции «Глобальный кризис. Германия. Время действовать». Сегодня вас ждет премьера. Впервые мы, участники международного проекта «Созидательное общество», организовываем подобное мероприятие в Германии. Участники из Германии, Австрии, Швейцарии, а также большая международная команда помогали в подготовке конференции. Конференция будет синхронно переводиться волонтерами на 60 языков. Проект «Созидательное общество» — это международная инициатива, которая растет с каждым днем и объединяет людей уже из 180 стран. Проект возник 3 года назад в результате 10-летнего социального опроса и последующих экспертных интервью. Людей по всему миру спрашивали, в каком обществе они хотели бы жить, каким должно быть это общество, на каких ценностях оно будет построено. Есть ли что-то, что объединяет нас как человечество, независимо от нашего происхождения, статуса и вероисповедания? То, как люди во всем мире отвечали на вопросы, нас совершенно не удивляет. Они хотят жить в свободе, в безопасности, в мире. Они хотят, чтобы их уважали и любили. Именно это и гарантирует созидательное общество. Общество, в котором человеческая жизнь имеет наивысшую ценность. Вы когда-нибудь задумывались, почему мы не можем жить именно так? Что на самом деле нам мешает? Ведь у каждого человека есть внутренний компас. Это стремление к гармонии и счастью. Но как мы живем на самом деле? Какие условия нас окружают? Сегодня мы как общество столкнулись с многочисленными кризисами и проблемами, которые обременяют нашу страну в целом и каждого человека в отдельности, из-за которых наше будущее выглядит неопределенно. Ловушка бедности, инфляция, социальное разделение, климатический коллапс — это лишь некоторые из множества проблем. Для того, чтобы понять, в каком положении находится наша страна, мы, волонтеры проекта «Созидательное общество», в последние несколько месяцев усиленно изучали острые и актуальные проблемы Германии. Для этого мы проанализировали информацию из официальных источников, провели интервью с экспертами и социальные опросы. В процессе подготовки мы столкнулись с интересной, но и абсурдной информацией, которая нас удивила и шокировала. Мы собрали большой объем информации в общую картину, которую хотели бы представить вам сегодня. Но мы не просто хотим показать вам проблемы и недостатки. Для нас гораздо важнее представить вам абсолютно реалистичный и действенный способ решения, путь, который ведет нас из кризисов и абсурда. Это созидательное общество. Предлагаем вашему вниманию темы сегодняшней конференции. Уважаемые зрители, жизнь в нашем обществе наполнена кризисами и страхами. Поэтому мы обращаемся к вам, как люди, объединяющиеся ради безопасного будущего. Причиной этого является жизненная ситуация в нашем обществе, которая характеризуется кризисами и страхами. Чтобы понять, что больше всего беспокоит людей в данный момент, мы провели опросы. Давайте послушаем, что люди говорят по этому поводу. Я считаю, что то, что происходит сейчас в Германии, это просто ужасно. Нет уверенности в завтрашнем дне. Куда сейчас движется экономика? Возможно ли еще обеспечить себя всем необходимым, если каждый день ходить на работу? Если говорить о том, что меня беспокоит, то я бы сказала, что у многих дела идут плохо. Они, скажем так, обеспокоены или боятся за свое будущее. Как я со всем этим буду справляться? Смогу ли я оплатить свои счета в условиях энергетического кризиса? Все дорожает. Меня больше всего беспокоит состояние здоровья населения и в целом система здравоохранения Федеративной Республики Германии. Это основная тема. Также необходимо улучшить уход за пожилыми людьми. Необходимо больше семейных врачей, больше педиатров. Их распределение по землям должно быть оптимизировано. Я не знаю, сколько здесь педиатров, но их слишком мало. Та же ситуация и с другими специалистами. Офтальмолог, лор.
Вы можете попасть на прием только если у вас действительно что-то неотложное. Исходя из моей профессии, это, безусловно, система здравоохранения. Нелегко видеть, до каких крайностей доходит система здравоохранения, особенно в последние несколько лет, в том числе из-за пандемии коронавируса. И что, несмотря на это, ничего, то есть ничего видимого не происходит для медсестер, врачей и всех других терапевтических профессий. И также сейчас видно, что у нас есть проблемы с поставками лекарств. Полностью нарушается обеспечение. Службы скорой помощи, а также амбулаторная помощь просто больше не справляются с этим. И люди чувствуют себя совершенно покинутыми. Меня лично беспокоит ситуация с климатом, которую мы сейчас наблюдаем. И это проблема всего мира. Я боюсь за своих детей и внуков. И я хочу, чтобы они росли в мирной обстановке, не имея страха. Чтобы моя 5-летняя внучка не говорила мне: «Бабушка, а у нас тоже могут начать бомбить дома». Я считаю это ужасно. На протяжении веков нам постоянно говорят о мире. Но на самом деле этого не происходит. Никто ничего не предпринимает для этого. И Германия не исключение. Происходят события, которые на самом деле не предотвращают болезни и смерти. Необходимо совершенствовать системы здравоохранения и образования в Германии. И заботиться о том, чтобы люди оставались здоровыми, питались здоровой пищей, имели хорошие условия для работы, и все это с раннего возраста. Если ты не выходец из семьи, принадлежащей хотя бы среднему классу или выше среднего, то тебе будет трудно начинать. Я думаю, что в ближайшие годы будет еще труднее, потому что мы, молодые люди, должны нести все больше и больше налогового бремени, так как наше население стареет. Очень трудно найти квартиру, когда приходится переезжать в другие города, а цены на жилье, особенно в таких больших городах, как Мюнхен или Берлин, конечно, намного выше. И, конечно, будучи студенткой, не можешь себе этого позволить. На самом деле это коммунальные расходы и поиск жилья. Да, сейчас мы ищем квартиру. На данный момент это очень сложно, потому что все очень подорожало. В профессиональном плане мы вынуждены выбирать то, что приносит нам доход, а не то, что действительно нам по душе. Но я считаю, что это было бы здорово, если можно сказать: хорошо, ты можешь действительно таким образом внести свой вклад и что-то изменить, потому что так люди сами начнут действовать. Да, мы люди. А как насчет того, что приносит нам радость? Что дарит нам природа? Как стимулируется развитие внутренних качеств человека? Во что вкладываются деньги? Говорят о мире, но на самом деле только единицы заботятся о мире. Пропасть между бедными и богатыми в Германии увеличивается. Чтобы каждый человек в своем окружении начал брать на себя ответственность. И вместо этого вернуться к любви, которую мы носим в себе, и объединиться друг с другом, реально взглянуть и действительно сделать все, чтобы прийти к общему согласию, и работать для этого, и вообще, как человеческие существа, проявлять больше любви. Кто бы мог представить год назад, что в нашей стране такие сами собой разумеющиеся базовые потребности, как жилье, отопление, еда, вдруг перестанут быть по карману для многих немцев, а у многих возникнут финансовые проблемы. И это в стране, которая считается прогрессивной и высокоразвитой. Итак, давайте приступим к нашему первому тематическому блоку, в котором будет более подробно рассмотрена тема энергетического кризиса. Энергетический кризис, в котором находится наша страна сегодня, хотя и является основной темой, но большинство людей не осознает, как наши сегодняшние решения предопределяют наше будущее. Энергетическая зависимость и уязвимость Германии еще никогда не достигала таких масштабов. Можно ли при таком потоке информации увидеть целостную картину того, в какой сложной ситуации мы сейчас находимся? Мы находимся в эпицентре геополитических конфликтов. Energetik kriz şeyler burayı esas ortada yorduğunun çünkü düşülen enerji tesisatında. Hem adamların kapısı bizim çünkü kararlar bunun geleceğinde kesinlikle düşünmeyeler. Germanya'nın enerji bağlılığı ve ciddi hiç açıklığıyla ölçülerde bulunan şeyle malumat aktarılmaktadır.
атомные электростанции скоро будут отключены. И это события, которые произошли на наших глазах только за последний год. Многие люди не осознают значимости этих стремительных событий, потому что мы каждый день находимся в режиме выживания. Как мы оказались в таком положении? Свет проливает видео. Мы живем во времена неопределенности и хаоса. Цены на энергоносители стремительно растут, что существенно сказывается как на жизни людей, так и на работе предприятий. Все, что мы строили веками, теперь рушится на наших глазах. В последнее время мы пережили беспрецедентный рост цен. Инфляция продолжает расти. Разоряются предприятия. Эта нестабильная ситуация ставит многих людей в тяжелое финансовое положение. Качество жизни стремительно снижается. Многие предприятия вынуждены закрываться, потому что больше не могут нести постоянно растущие расходы. Раньше невозможно было представить, что нам может угрожать отключение электричества. Но мы уже несколько раз были на грани этого. И сейчас отключение электричества может произойти в любой момент. Существует реальная опасность перегрузки электросети из-за подачи электроэнергии, воды и газа. В случае отключения электричества пострадают и коммуникационные сети. Телефонная, мобильная связь и интернет могут полностью выйти из строя. Мы находимся в одном шаге от того, чтобы вернуться в каменный век. Потому что без электричества все наши технологии и инфраструктура бесполезны. Мы больше не сможем жить нормальной, привычной жизнью. Какие решения нам предлагают? Пока наши налоги используются для субсидирования энергетических компаний, мы должны реже мыться, теплее одеваться, спать в отопительных залах, возможности оплатить расходы на отопление и заэкономить. В нашем мире энергия – это товар, которым торгуют на бирже. В энергетическом кризисе выигрывают только энергоснабжающие компании, которым выгодны высокие цены. Что привело нас в это затруднительное положение? Существует мнение, что энергетический кризис был спровоцирован геополитическими конфликтами, но проблемы начались с энергетического перехода. Еще в 2000 году был принят закон об использовании восстановляемых источников энергии, что стало основой для энергетического перехода. В целях сокращения потребления ископаемых видов топлива, таких как природный газ и уголь, основное внимание уделяется возобновляемых источников энергии, которые должны вырабатывать устойчивую и продуктивную электроэнергию. А мы на правильном пути? Сможем ли достичь поставленных целей? Мы страна, которая пошла по радикальному пути энергетического перехода. На протяжении десятилетий мы имели хорошо функционирующую инфраструктуру, которая надежно обеспечивала нас энергией. Мы отключили многие из своих атомных электростанций, но импортируем атомную энергию из Франции. Мы постепенно отказываемся от угля, но покупаем электроэнергию, производимую из угля, в Польше. Сейчас все ставится на одну карту, на возобновляемые источники энергии. Да, мы должны быть уверены в них на 100%. Поскольку выработка энергии зависит от погоды и поэтому нестабильна, мы продолжаем полагаться на уголь, газ, а в настоящее время и на атомную энергию для производства недостающей электроэнергии. Кроме того, есть проблема хранения и транспортировки. В настоящее время энергия ветра не может транспортироваться с севера на юг страны из-за устаревшей и плохо развитой инфраструктуры. Это приводит к недостатку электроэнергии и возможным отключениям электричества. Зеленая энергетика не может быть единственным источником электроснабжения страны. Но мы почему-то делаем упор именно на это. Это только усиливает уже существующую зависимость Германии от других стран и уязвимость нашей энергетической инфраструктуры. О какой независимости может идти речь, когда одна лишь зеленая
зеленая энергия не может покрыть наши потребности. Из 70% энергии на сегодняшний день мы вынуждены импортировать. 800 миллионов евро заплатили налогоплательщики в 2022 году за которая так и не была произведена, так как мы платим даже когда они не производят энергию. Мы уже потратили сотни миллиардов евро на инфраструктуру возобновляемых источников энергии. И с каждым новым счетом за электричество мы продолжаем в Германии. Возобновляемые виды энергии составляют наибольшую долю в общем производстве электроэнергии. И, собственно, обеспечивают самые дорогие тарифы. Сколько еще миллиардов мы должны потратить на технологии добычи энергии, которые являются решением наших проблем? В Германии всегда были самые высокие цены на электроэнергию, независимо от их политических событий. В дополнение к старым контрактам, которые в настоящее время не обслуживаются, но продолжают действовать, добавляются новые контракты на нефть и газ от новых поставщиков энергии по гораздо более высоким ценам. Кроме того, строятся новые терминалы для транспортировки сжиженного угля Вышнесам за 6,5 миллиардов евро в 2022 году. Дальнейшие миллиардные расходы. Мы едва справляемся с текущими расходами, ввиду наша страна еще больше влезает в долги. Кто за все это будет расплачиваться? На протяжении десятилетий мы инвестируем в неэффективную и очень дорогую инфраструктуру зеленой энергетики. Мы находимся в центре торговой войны, вызванной геополитической ситуацией. И вынуждены страдать от стремительно растущих цен и общей неопределенности. Но мы, люди, с этим не согласны. Но кто представляет наши интересы, интересы людей? Сегодняшний энергетический кризис – явление неприродное, а созданное искусством. Неужели такая развитая страна, как Германия, на самом деле не может найти выход из энергетического кризиса? Энергетический переход является ключевым вопросом Германии. Представьте себе, что достичь климатически нейтрального энергоснабжения замены ископаемого топлива возобновляемыми источниками, в то время, когда это рассматривается как одно из основных средств. Многие из нас еще не отправились от шока, вызванного годовым счетом за электричество. Некоторым приходится отказываться от запланированных поездок, а другим лишний раз подумать, как долго им принимать душ и пользоваться ли духовкой. Бензин и езда на машине стали роскошью. Многие булочные, где люди делали каждый день покупки, закрылись. Энергетика кризис хэммэлэр тэтирэгят харыстарым бахмилхолон Даже традиционные пекарни, 200-летняя история, две мировые войны теперь исчезли. Все, что было нажито непосильным трудом в течение десятилетий, исчезает на наших глазах. Скоро станет историей, потому что наша промышленность в ближайшее время перестанет быть конкурентоспособной. И компании уже переносят свое производство за границу. Это означает крах нашей экономики и, соответственно, потерю благосостояния. Мы попытались разобраться в истинных причинах энергетического кризиса, но это чрезвычайно сложно для нас, граждан. Несмотря на то, что энергия — это основа нашего существования, а мы, конечно, являемся финансовым ресурсом. Нас, граждан, успокаивают пакетами помощи, словно капли в океане. Население нищает и вынуждено себя ограничивать и экономить. А энергетические компании зарабатывают миллиардные прибыли на энергетическом кризисе. Почему так происходит? Потому что наша система устроена так, что все деньги стекаются наверх, а желающих побороться за лучшее место хватает. Энергетический кризис — это и международная национальная проблема.
кризисы прибыль превалирует над благосостоянием. Чем оправдываются причины энергетического кризиса и какие решения ищутся? Стремительный рост цен на электроносители, такие как газ, уголь, нефть и так далее, начался в 2021 году. В качестве основных причин называют зависимость Германии от ископаемых видов топлива и запоздавший переход на альтернативные источники энергии. Сейчас мы видим, что это усугубили геополитические факторы. Принято считать, что если бы мы раньше перешли на возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер и гидроэнергия, мы бы уже давно стали независимыми и климатически нейтральными. Является ли зеленая энергетика действительно правильным выходом? Энергетический переход является ключевым вопросом Германии. Цель состоит в том, чтобы достичь климатически нейтрального снабжения путем замены ископаемого топлива возобновляемыми источниками. Одно из основных средств борьбы с изменением климата мы хотели бы взглянуть на это со стороны энергоснабжения. Как влияет наращивание технологий возобновляемых источников энергии на энергетический баланс? У нас была стабильная инфраструктура, которая работала десятилетиями. Но теперь добавляются новые переменные. Посмотрите на график. Как за последние 30 лет изменилась структура энергопотребления? Как результат принятого в 2000 году закона о возобновляемых источниках энергии, доля зеленых источников энергии в структуре энергопотребления Германии растет. Зеленая часть левой диаграммы показывает долю возобновляемых источников энергии, которая в 1990 году составляла 1,3%. За последние 30 лет эта доля увеличилась до 16%. Это то, что вы видите на правой диаграмме. Доли атомной энергии и угля, розовым, серым и красным, в целом сократились вдвое. Это оказало выраженное влияние на инфраструктуру и прежде всего на электроснабжение. Давайте посмотрим, чем это грозит. Для обеспечения стабильной работы электросетей решающее значение имеет энергетический баланс. То есть если производство и потребление электроэнергии постоянно находятся в равновесии, то электросеть стабильна. Ток сети всегда течет равномерно при частоте 50 Гц. Если баланс соблюдается, то достаточно отклонения плюс-минус 0,5 Гц, чтобы произошел сбой сети. Для обеспечения баланса различные типы электростанций. Электростанции с базовой нагрузкой, такие как атомные электростанции, которые стабильно вырабатывают электроэнергию, но не могут быстро снизить или увеличить нагрузку и не могут быстро остановлены. И электростанции с гибкой базовой нагрузкой, такие как газовые, угольные и гидроэлектростанции. Быстро увеличивать или снижать выработку при увеличении или уменьшении спроса на электроэнергию. Возобновляемые источники энергии зависят от погоды и не могут использоваться в любое время. Они также вызывают непредсказуемые скачки напряжения в сети, которые необходимо балансировать. В течение суток спрос на электроэнергию постоянно колеблется. Ночью происходит резкое падение спроса, а днем он, наоборот, возрастает. В зависимости от сезона, спрос на электроэнергию также возрастает. Осенью и зимой многократно. Однако с быстрым развитием возобновляемых источников энергии добавляется еще один фактор – погода. Как следствие, становится сложнее обеспечивать энергобаланс. Сейчас на энергосети влияют многие факторы, такие как рост энергопотребления, стареющая инфраструктура, манипуляции на энергорынке, климатические изменения,
Пенсионные добавляются зеленые источники энергии с резкими скачками подачи энергии в энергосеть. Если энергетический баланс будет нарушен, это может привести к системной аварии и произойдет так называемый блэкаут, то есть полное отключение всей электросети. Особенно значительно увеличились поисковые запросы и присутствие этой темы в СМИ. Но люди не знают, что мы несколько раз были на грани блэкаута. То, что мы благополучно пережили эту зиму, это везение, связанное с теплой погодой. Давайте послушаем, что нам расскажет об опасности блэкаута господин Герберт Зауэр, президент Австрийского общества по предотвращению. Да, я действительно наблюдаю за развитием событий, потому что 10 лет назад все это было еще достаточно теоретическим, с системной точки зрения. К сожалению, многие аспекты, которые я тогда обнаружил, со временем подтвердились в реальности. Прошлым летом я написал комплексный анализ по поводу предстоящей зимы. Не исключено развитие событий из ряда «Катастрофическая зима 2022-2023». К счастью, этого не произошло. В том числе нам повезло, что погодные условия остаются до сих пор мягкими по сравнению с предыдущими зимами. Если бы зима была более суровой, с более низкими температурами, у нас были бы большие проблемы. Blackout — это просто трендовое слово. Я понимаю его. Отключение электроэнергии, которое затрагивает, по крайней мере, несколько штатов или более крупные районы страны и продолжается в течение длительного периода времени. Это пусковое событие, но речь идет об инфраструктуре и сбоях в снабжении. Критическим фактором является сбой поставок, а не отключение электроэнергии как таковое. Я говорю, что помощи извне ждать не приходится, потому что это затронуло всех, и свободных ресурсов нет. Поэтому это такой инцидент, с которым мы до сих пор не сталкивались. Как показал отчет о технологии прибыльной стадии Германии за 2011 год, катастрофические условия могут возникнуть в течение недели. Только в Германии в прошлом году потребовалось более 12 тысяч вмешательств, чтобы предотвратить отключение электричества. В 2021 году эта цифра составила 20 тысяч. Динамика событий за такой короткий период времени уже дает наглядную картину. Ведь еще 20 лет назад подобные вмешательства были единичными. Важно знать, что у нас нет национальных электроснабжения, ни немецких, ни австрийских, а есть единая европейская система, управляемая 32 операторами системы электропередачи в Германии, например. 4 простираются от Португалии от Сицилии до Дании. И все это должно быть всегда сбалансировано. Другими словами, электроэнергию нельзя хранить. Ее всегда нужно производить ровно в том количестве, в котором она используется в данный момент. И многие люди не знают, а сложность возникла только в последние годы, потому что появляется все больше составляющих этого процесса. С одной стороны, появляется все больше электростанций в связи с энергетической кризисом, все больше фотогальванических установок, ветряных электростанций. С другой стороны, все это нужно как-то сделать управляемым и контролируемым с помощью цифровых технологий. Очень важным фактором является текущий резерв предыдущих крупных электростанций. Это генераторы, которые производят электричество. И проблема в том, что сейчас мы хотим закрыть эти станции в больших масштабах, или уже закрыли. И это в Германии, где уже практически отказались от ядерной энергетики, угля и фактически одновременно от газа. На фоне всех этих событий нам не хватает стабильности. А это означает, что если при неблагоприятном стечении обстоятельств произойдет сбой, то существует большая вероятность того, что стабилизировать ситуацию в этом регионе будет уже невозможно. Сбой будет крупномасштабным. Проблема в том, что вся эта технология безопасности создана для системы, которая скоро перестанет существовать или будет все меньше и меньше использоваться в связи с этим преобразованием. Профессиональных представителей электроэнергетики, в особенности высококлассные технические специалисты, которые говорят об этом прямым текстом, но их не слышат и не воспринимают. Мы, как общество, также должны быть готовы к подобным событиям.
Sevabı Потому что, к prosesin сожалению, мы не komponentlarının можем tane доверять gittikçe лицам, которые kötülüyor. принимают Bu решения, но не taraftan обладают enerji порядочностью на geçişinin политическом уровне, fotovoltaik так как многое определяется burnamaların идеологией. elektrik Не hareketleri обладая gittikçe достаточным kötülüyor. пониманием технических Belki процессов, taraftan bunların akıl невозможно понять, sayesinde bu что yol инфраструктура — это проекты, которые teknolojilerin длятся konularında десятилетиями, и невозможно изменить планы в течение нескольких месяцев. Öğrenmenin И faktörü мы bu видели это в durumda прошлом o году. С одной stороны, bir отказ от elektrik атомной paketlerinin энергии her снова zaman был gördük. отложен. С другой, Bunlar развал elektrik кубы enerjisinin электростанциям, ömrünü которые должны были быть aslında orada her демонтированы. biz Тем bu временем stansiyaların все uzun больше sürede представителей сидят сложа руки и yapmak говорят, isteyen ya что da мы подождем и yapıyor. посмотрим, что произойдет. Bu Это Germanya'dır. уже может быть Bu опасно. Germanya'dır. Основные O мои yerde критические замечания bizi касаются того, yeniyalıyadır, что я за 10 enerjiyaların лет так и не kumriyad смог aslında понять, şolu кто vakti координирует все в Европе. Bu Операторы yadalım наших систем aslında bir работают süre здесь bizde по-прежнему отлично, duruklu а также oluyor. лучше всего Kıymetler yaramadı координированы. yadaylarda Однако çok они все işte равно ondan говорят, bundan что öyle. если они не знают, Bu где что sevdak yadı включается, где что генерируется, то не могут приспособиться к подобным переменам с такой же скоростью, с olur. какой Aslında bu принимаются topluluk различные решения в teknolojilerden политических aklı кругах за sesiyle последнее yavadır время. dönüm. И Bize это çıkıyor прежде da всего böyle проблема problemler bağlı. Германии. Мы всегда делаем второй шаг перед первым. Mesela То есть elektrik отключаем enerjisi до того, olumlu как değerli найдем vekiller. этому замену. А потом какие-то средние показатели и исследования якобы доказывают, что это все равно Германияда работает. Да, на elektrik бумаге все enerjisi работает, olumlu тем более со önermeleri средними vekiller показателями. tutanlar Да, во Франции yukarı достаточно dereceli атомной энергии, teknik в önermeler bu Польше arada достаточно bulunduğum угля, yerler ama в alır системе dinleyelim niye? достаточно. Bu Но onların достаточно должно быть не только aladaların в içine системе, но и kadar на önermeler. rегиональном Cemiyet уровне. çok Потому что если minneşkeyle нет şerler текущего kayar запаса во olmalıydı. всем северном Sebebı регионе bina Германии sakta или siyasi в derece европейском регионе derecedeki Испании, тогда там будет öngörü большая karar нестабильность, kabul которая может ediciler спровоцировать olan крупные dünyada катастрофы. diyalogu bilen tüzüklenir. Teknik prosesleri yeterli как мы видим, infrastruktуranın электроснабжение onlarca Германии yıl связано с devam единой eden ve европейской önemli энергосистемой. devamlı И поэтому дестабилизация или Binaların отключение çok электроэнергии в mümkün Германии değil. может вызвать цепную реакцию во всем Değerlerine düşünmek mümkün Евросоюзе. değil. Geçen yıl Wolf'a gördük. Bu Пока мы taraf говорим dünyada об enerji устойчивости и enflasyonu независимости, возрастает вероятность, что наша Böyle безопасность taraftan окажется под вопросом. sökülme o kamera hazırlayan можете себе представить, что это значит? Sınıfta vekillerim sadece Ничего küçük больше kafalar не orada будет работать, абсолютно ничего. Мы говорим не только об электрической и бытовой сфере. Подача питьевой Benim воды, esası супермаркет, tanıtıklarım 10 yılın общественный içinde транспорт, düşünüp мобильная связь, düşündürmediklerimle канализационные bağlantılı. системы Европa'da и akıl прочее zabıtın больше не koordinirler. будут Bu работать. yerde Для всего этого geçircilik необходимо sistemi электричество. hatıratılar. Neden Мир смотрит на Германию, качая головой. haskı Самая глупая энергетическая политика в мире. Таковы заголовки международных газет. Ни одной стране не пришла идея одновременно отключать электростанции с надежной базовой мощностью, такие как атомные электростанции, и переходить на нестабильные возобновляемые источники энергии. Мы, к счастью, благополучно пережили эту Последние атомные электростанции должны были быть выведены из эксплуатации. Повезет ли нам следующей зимой так же, как в этом году? С ростом возобновляемых источников энергии и одновременным пошаговым выводом из эксплуатации традиционных источников энергии становится все труднее поддерживать самое важное в энергоснабжении – энергетический баланс. Зависит от погоды, и поэтому при отсутствии ветра, недостатке света в пасмурные дни или ночью, а также при избыточном количестве солнца и ветра, зеленые источники энергии создают крайне непредсказуемые колебания в энергосистеме, которые приходится компенсировать за счет станций, работающих на ископаемом топливе. Именно эти источники энергии собираются в скором времени отключить, потому что они якобы не экологичны. Но как на самом деле справляются с зимними спадами? В январе 2021 года, когда в Германии перестал дуть ветер, чтобы восполнить дефицит электроэнергии, были задействованы угольные электростанции, находящиеся в Румынии и Болгарии. Однако очень большое количество электроэнергии, которое должно было передаваться через энергосистемы в Хорватии. И таким образом переводим подачу электроэнергии в некоторых частях Европы. Подчеркиваю, что мы уже находились на волне отказа системы электроснабжения в масштабах всей Европы. Но если же производится слишком много электроэнергии, то стабильность сетей
Также должны быть гарантированы решением накопления электроэнергии. Один из таких примеров можно найти сегодня в Австралии. Австралия заплатила $200 миллионов за изготовление и установку аккумуляторной накопительной системы мощностью 100 мегаватт. Энергии такого аккумулятора достаточно, чтобы в случае отключения электричества обеспечить электроэнергию 30 тысяч домов в течение 1 часа. $200 за 1 час электроэнергии. А что потом? А что произойдет потом? Если не будет экспорта избыточной электроэнергии из Германии, тогда, например, производство электроэнергии турбинами ограничивается оператором энергосистемы из-за перегрузки сети. Да, вы не ослышались. Даже в условиях энергетического кризиса ограничивается производительность ветряных турбин. Хотя ветер есть, и нас призывают экономить. Мы, как потребители, платим за энергию, которая не была произведена. В прошлом году это все было потрачено всего каких-то 800 миллионов евро. Разве все это не абсурд? К 2030 году не менее 80% потребления электроэнергии должно будет покрываться за счет возобновляемых источников энергии, которые должны стать основными в структуре производства электроэнергии. По данным Düsseldorfского института экономики, хаотичный переход на альтернативные источники энергии обойдется нашим гражданам в 2025 году в сумму более 500 миллиардов евро. Что к концу 2030 года общие затраты могут составить 1 триллион евро. Это примерно 100 тысяч евро на каждого жителя Германии. Основываясь на инфраструктуре, чтобы действительно принесли эти инвестиции за 20 лет энергетического перехода. Поработанными ветряными электростанциями электроэнергии, количество которой планируется увеличить на севере страны, уже сейчас невозможно транспортировать, потому что линии энергопередач просто отсутствуют. Местные власти уже сейчас подают иски в суд против прокладывания новых линий. Даже по оптимистичным прогнозам расширение в ближайшие 7 лет не будет возможно. В Баварии, где зеленое электричество производится на более крупных фотовольтаических станциях, оно не может быть подано в сеть из-за ее ветхости и перегруженности. Путем термоэлектрического перехода является субсидирование электромобилей из разных станций границ. Это касается и массового распространения тепловых насосов, поскольку, согласно новому законопроекту, с 2025 года нельзя устанавливать ни масляные, ни газовые системы отопления. Федеральное сетевое агентство даже предостерегает о том, что если мы будем заряжать электромобили на зарядных станциях и продолжать увеличивать использование тепловых насосов, то возникнут серьезные проблемы с инфраструктурой электросети и как следствие перебои подачи электроэнергии. Разве недостаточно было последних 20 лет, чтобы понять, что зеленая энергия — это не наш путь к независимости? Чрезвычайная энергетическая нестабильность и повышенное подключение электроэнергии из-за расширения использования возобновляемых источников энергии — это далеко не все. Возобновляемые источники ведут нас к экономическому краху из-за несбыточных обещаний. Германия занимает второе место в мире по величине цен на электроэнергию. Даже наши соседи платят вдвое меньше, чем мы. Из-за торговых войн, которые приводят к дефициту энергоносителей, рынки электроэнергии, где можно дешево купить и дорого продать в нужный момент, цены искусственно накручиваются. Еще одним фактором, определяющим цены, является так называемый порядок ранжирования производителей. Это означает, что каждый день производящие энергоэлектростанции, независимо от источника энергии, выстраиваются в порядке от самой дешевой к самой дорогой. Последняя электростанция в этой последовательности, то есть самая дорогая в плане производства электроэнергии, которая включается для покрытия спроса на электроэнергию в данный момент, определяет,
определяет в соответствии с этим принципом цены продажи для всех остальных электростанций. Хотя они фактически производят электроэнергию примерно с 2022 года. Если для обеспечения общей потребности электроэнергии понадобится хотя бы одна газовая электростанция, то цена на электричество остальных атомных и ветряных электростанций цене электроэнергии, производимой дорогой газовой электростанцией. Если бы электростанции, которые производят дешевую электроэнергию, продавали ее по соответствующей цене, то цена на электроэнергию была бы сейчас в разы дешевле. Но поскольку последние электростанции с базовой нагрузкой обычно являются газовые, а цены на газ в настоящее время высокие, потребители в конечном итоге сталкиваются с высокими затратами в связи с дорогостоящей ископающей энергией, то есть газом. Проигрыши оказываются производители зеленой энергии, которые производят электричество гораздо дешевле. Это спекуляция, искусственно взвинчивающая цены. В Германии рекламируется экологически чистая электроэнергия возобновляемых источников. Но даже если вы не пользуетесь тарифом на зеленое электричество, вы платите за расширение использования возобновляемых источников энергии. Нравится вам это или нет? До 1 июля 2022 года все потребители оплачивали надбавку на возобновляемые источники энергии. Это дополнительная оплата для продвижения производства энергии из возобновляемых источников. В соответствии с законом о возобновляемых источниках энергии. Давайте посмотрим на составляющие цены на электроэнергию. В 2021 году налоги составляют более половины цены на электроэнергию. При цене 6,5 цента за киловатт-час надбавка на возобновляемые источники энергии составила более 1 от общей цены на электроэнергию. С января 2023 года отменили надбавку на возобновляемые источники энергии. Это было запланировано еще в 2021 году. Но в то же время была введена национальная торговля квотами на выброс, так называемый налог на СО2, который каждый год повышается. Это значит, что если раньше мы были обременены только счетами за электричество, то сейчас мы платим так называемый налог на СО2 на каждый продукт, услугу и товар. Производится, поставляется, нагревается или охлаждается с использованием ископаемых. Единственное, что действительно изменилось для нас, это то, что цена теперь не указана в счете. Зеленая энергия, как ее называют, должна приносить пользу окружающей среде. И все усилия и высокие затраты направлены на это. Но насколько действительно зеленой является зеленая энергия? Давайте посмотрим видео на эту тему. На сегодняшний день возобновляемые источники составляют около 28% от общей энергетики. Но для того, чтобы их произвести, мы все равно используем природные ресурсы. Все это продолжает способствовать истощению и загрязнению планеты. Солнечные панели, к примеру, содержат такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, ртуть. В процессе эксплуатации они вымываются в грунт и испаряются в атмосферу. Отходы солнечных панелей в 300 раз токсичнее ядерных отходов и требуют специальной утилизации. Но так как она стоит дороже производства, то решили особо использованные панели отправляют на свалки в бедные страны. До сих пор ни одна страна мира не имеет регламента по утилизации. Согласно исследованиям ученых, к 2030 году в мире будет около 8 миллионов тонн зеленых отходов, а к 2050 эти объемы вырастут до 78 миллионов тонн.
Да. Как эти цифры увеличатся, если мы полностью перейдем на эти источники? Рассчитано ли это? И поднимается ли так широко эта тема на конференции? Как видите, это только усугубляет ситуацию с экологией. И является всего лишь верхушкой приоткрывающегося айсберга, который нам предстоит рассмотреть поглубже. Что же не так с ветровыми станциями? Начнем с наших карманов, из которых мы с вами будем платить за эти амбициозные решения. Чтобы построить ветряную электростанцию, требуются огромные денежные и ресурсные вложения. Срок службы ветряной электростанции 10 лет и более. Но многие электрические установки выводятся из эксплуатации в конце 20-летнего периода функционирования, независимо от их функциональности, из-за отсутствия экономической выгоды. И за это время она успевает вернуть всего лишь 78% затраченных средств на ее создание и установку. Мы не говорим об обслуживании, которое подразумевает поставку специального назначения, дорогостоящих высоких работ и постоянной замены лопастей. Одних только смазочных материалов для одного ветропарка необходимо более 500 тонн, что сравнимо с 9 цистернами железнодорожного состава, которые, кстати, тоже производятся из невозобновляемых ресурсов планеты. Вы только вдумайтесь, размеры лопастей могут достигать длины футбольного поля. А знаете, из чего они произведены? Да из того самого пластика, с которым мы так безуспешно продолжаем бороться по всему миру. Из-за гигантских размеров и опасного химического состава их невозможно утилизировать. Поэтому классическое решение — лопасти вывозят на свалки или экспортируют в другие страны для мнимой переработки. Таким образом, это представляет собой непреодолимую проблему для нашей окружающей среды. Необходимость производства легких и прочных лопастей ротора приводит к другой критической проблеме — использованию бальзовой древесины. В настоящее время, по данным Федерального агентства по охране окружающей среды Германии, более 90% бальзовой древесины, заготавливаемой в мире, используется в ветряных турбинах. Остальное распределяется между строительством яхт и моделизмом. Чтобы удовлетворить спрос, лесорубы торговцы проникают в тропические леса Амазонки и разворовывают запасы бальзовой древесины. Они не щадят ни территорий коренных народов, ни территорий заповедников, что приводит к серьезным социальным конфликтам. Вырубка бальзовых деревьев губительна для природы. Этот вид деревьев выполняет важные экологические функции и защищает берега рек от эрозии. Только в 2021 году одна компания израсходовала почти 26 тысяч тонн бальзовой древесины. Это 170 тысяч бальзовых деревьев. После этого вы все еще считаете, что ветровая энергетика экологически чистая? Давайте теперь рассмотрим обратную сторону гидроэнергетики. Перекрыты при этом аварии плотин подвергает людей и страдает экология планеты. Гидроэлектростанции на Земле, миллионы тонн воды в водохранилищах давит на тектонические плиты, вызывая техногенные землетрясения. Более того, согласно последнему исследованию Всемирного фонда дикой природы, производство энергии на гидроэлектростанциях больше не является надежным, поскольку реки пересыхают из-за нынешнего климатического кризиса. Нас продолжают убеждать, что альтернативные источники улучшат экологию и решат проблему изменения климата. Откуда столь навязчивая реклама зеленой энергетики и проявление заботы о нас? Ведь это невыгодно государствам, которые вынуждены под давлением субсидировать покупать эту энергию в 5 раз дороже. Ярким примером служит Германия. Закрыв большую часть атомной станции в пользу гидроэнергетики, она попала в тупик. С помощью зеленых технологий вырабатывается всего 17% общего энергопотребления, поэтому на сегодняшний день ей приходится закупать
покупать энергию, деньги налогоплательщиков из тех же незеленых атомных электростанций в соседних странах. Это ли не абсурд? Стоит еще обратить внимание на один немаловажный факт. Возобновляемая энергетика зависит от солнца и ветра, поэтому ее нужно либо использовать сразу, либо аккумулировать. А электричество — сложный и дорогой товар для хранения. Давайте посчитаем, сколько необходимо аккумуляторов, чтобы накопить электроэнергию и пользоваться ею в периоды отсутствия ветра, солнца или при авариях. Среднестатистический человек в месяц потребляет около 235 киловатт. Вы только представьте, сколько 100 аккумуляторов в 2,4 киловатта нужно, чтобы покрыть потребность электроэнергии в месяц. А теперь давайте вспомним, что аккумулятор — это преобразование электрической энергии в физическую. Для их создания используются вредные химические вещества, которые невозможно утилизировать. А для добычи того же кобальта используется детский труд на подземных шахтах Конго. Все это для того, чтобы мы с вами дышали якобы чистым воздухом. Теперь это готовим. При таком агрессивном продвижении альтернативных источников энергии учитываем ли мы их низкий коэффициент полезного действия и влияние на экологию? Учитывая все вышесказанное, нам всем вместе стоит ответить на следующие вопросы. Стоит ли нам так активно развивать альтернативную энергетику, если у нее столько минусов? Выгодно ли это нам как человечеству сегодня? Или стоит приложить усилия, чтобы найти более эффективные решения? Вместо поиска эффективных решений мы уже в течение 20 лет финансируем переход на возобновляемые источники энергии для того, чтобы сократить выбросы СО2 и сделать нас более независимыми. Но реальность показывает, что зависимость и защитой окружающей среды. Настоящая зеленая зомби. Мы хотим сократить выбросы СО2, но атомные электростанции отключать. Несмотря на то, что они были классифицированы Еврокомиссией как зеленые и экологичные. При этом мы покупаем атомную энергию Франции и Чехии. А отказ от угля, наоборот, откладывается. Несмотря на то, что при его использовании образуется больше выбросов. Действительно ли экологично то, что мы дополнительно импортируем вырабатываемую из угля электроэнергию из Польши? Мы запрещаем на своей территории добычу сжиженного газа методом гидроразрыва пласта, потому что он очень вреден для окружающей среды. Но у нас при этом нет никаких сомнений в том, чтобы покупать у США эту же энергию. Этот же газ. К тому же доставка огромными танками на расстояние в 1000 километров оставляет углеродный след. Он даже не может покрыть нашу потребность, говоря уже о том, что он намного дороже, чем дешевый и имеющийся в больших объемах природный газ. Кроме того, расходы на создание новой инфраструктуры к 2038 году, включая строительство новых СПГ-терминалов и трубопроводов, составляют порядка 10 миллиардов евро. Переход на возобновляемые источники энергии к 2035 году обойдется нам 500 миллиардов евро. И какой вывод мы из этого делаем? Уровень СО2 продолжает расти, независимо от того, сколько еще миллиардов мы выбросим на ветер. Сколько понадобится, чтобы понять, что возобновляемые источники энергии не являются решением проблемы? Напротив, мы подвергаемся риску повсеместных отключений электроэнергии. Наша энергетическая система становится все более уязвимой из-за нестабильности возобновляемых источников энергии. Обещание независимости Германии – это утопия. Германия бедна сырьем и зависит. Зеленая энергия усиливает эту зависимость еще больше.
ее колебания приходится компенсировать за счет ископаемого топлива. Кроме того, она обременяет нас огромными затратами, которые переход на возобновляемые источники энергии ведет к потере нашего благосостояния. Все больше ограничений и издержек вводится для промышленности под видом окружающей среды. Уже говорят о новой волне деиндустриализации в нашей стране, поскольку многие компании уезжают за границу. Они просто не могут оплачивать дорогое электричество и энергоносители. Компании вынуждают инвестировать в экологически чистые технологии и покупать квоты на выбросы для сокращения выбросов СО2. Кроме того, принимаются законы, запрещающие некоторые виды производства. Например, с 2025 года запрещено вводить в эксплуатацию газовые отопительные системы. А с 2035 года будут разрешены только климатически нейтральные транспортные средства. Последствия для нашей экономики. Энергетический кризис является искусственным и рукотворным. Торговые войны, спекуляция и идеологизация энергоснабжения служат только одной цели – получению прибыли. Почему поощряется именно зеленая энергия, которая не обеспечивает стабильное энергоснабжение, и вместо того, чтобы облегчить нагрузку не только на потребителя, но и на окружающую среду, она все больше и больше применяет. Более эффективные технологии, которые намного выше единицы и которые действительно будут сделать нас независимыми от ископаемого топлива, не обсуждаются публично. Неужели нет эффективных и экологичных технологий? Давайте посмотрим следующее видео на эту тему. Сейчас в энергетике мы полностью зависимы от невозобновляемых ресурсов планеты, либо от погодных условий. В погоне за энергией мы разрушаем природу и подвергаем опасности свои собственные жизни. Это ли предел наших мечтаний и технологических возможностей? Нам нужен новый технологический переход, и мы его способны совершить уже сейчас, но только при одном условии. Для начала давайте разберемся, насколько такой скачок реален и какую выгоду от него получит каждый человек. Технологии Давайте для начала сравним с традиционными генераторами. Подать источников энергии крайне низкий. КПД теплоэлектростанций до 40%. КПД двигателей внутреннего сгорания до 40%. КПД атомной энергетики до 35%. Солнечной батареи до 22%. İçen motorların neticeleri 40% имеют КПД не выше 85%, но большая часть этой энергии транспортировка до потребителя. Поставить такую гидроэлектростанцию в каждый дом невозможно. А вот только для запуска. А далее он работает автономно. И таким образом получается КПД больше 100%. Следовательно, КПД — это не вечный двигатель. Требует вложения энергии, но в гораздо меньшем объеме, чем энергия, которую он производит. Таким образом появляется энергия, если никакого топлива для этого не требуется. Мы знаем, что по закону сохранения энергии мы не можем получить полезной работы больше, чем потратили на нее энергии. Но этот закон работает только в закрытых системах. А БТГ — это открытая система, и он получает энергию из окружающего пространства.
Ученые Российской академии наук экспериментально подтвердили, что, например, в процессе работы магнитных БТГ пространство не нагревается, а наоборот охлаждается. Вокруг этой технологии есть множество мифов и подделок, которые дискредитируют само существование БТГ. Есть те, кто стремится заработать на продаже фейковых устройств. Настоящих изобретателей подвергают запугиванию и даже физическому уничтожению. Множество разработок было украдено или уничтожено. Почему это происходит? Энергия — это не только инструмент манипуляции, но и политического влияния. Это миллиардные прибыли энергетических корпораций, которые с внедрением БТГ в одночасье исчезнут. А значит, и исчезнет власть над нами, теми, кто покупает энергоресурсы и зависит от них. Однако, несмотря на все препятствия, на данный момент существует несколько работающих установок от официально признанных изобретателей. Давайте рассмотрим некоторые из разработок. Магнитный генератор. Его прародителем считается Джон Сёрл, который в своих установках использовал магниты, подготовленные специальным образом. На подобной технологии изобретателя Денниса Данцика американское предприятие с 2019 года поставляет своим клиентам энергию от установок мощностью до 25 киловатт. С 2019 года это перестало быть фантастикой. БТГ вызывает смех как фантастика только у людей, кто далек от науки и кто не следит за новыми технологиями. Смеются над БТГ, сами вызывают улыбку. В Украине был разработан целый ряд бестопливных генераторов. Принцип работы этих генераторов был основан на базе зацикленной электромагнитной пушки силовой импульсной установки. Например, одна из установок при затратах в 3 киловатта выдавала на обычном генераторе 25 киловатт свободной энергии. КПД составляет 833%. Гравитационные генераторы. В одном из типов таких установок применяется пневмогидравлический принцип. Генератор работает на выталкивающей силе воды по закону Архимеда. Мощность таких установок зависит от их размера. Самый известный генератор этого типа называется Kinetic Power Plants. Он также известен как генератор Роша. Производством таких генераторов занимается немецкая фирма, которая имеет свои филиалы в Мексике, Сербии, Швейцарии и Колумбии. Согласно официальной экспертизе, компрессор генератора одной из установок потребляет 4,5 киловатт, а сам генератор производит 11 киловатт электроэнергии. То есть КПД составляет более 200%. Как это много? Это расход среднестатистического загородного дома – 6 киловатт в час. Генераторы на радиоволнах. Их изобретатель – Максвелл Чикумбуцу из Зимбабве. Его называют африканским Теслой. Очень компактная африканская технология позволила не только создать генератор свободной энергии, но и модернизировать автомобиль, чтобы он двигался без топлива и подзарядки. В итоге даже был модернизирован вертолет. Недавно разработчик представил очень маленький блок питания на 500 Вт. Его мощность позволяет запитать широкоэкранный телевизор от свободной энергии. И есть еще десятки менее известных разработок в разных странах. В США, Малайзии, Грузии, Индии, Турции, Японии, Узбекистане, Мексике, Новой Зеландии и многих других странах существуют коллективы исследователей, разрабатывающие бестопливные генераторы. Как же так, спросите вы? Почему эти технологии удалось запустить? Почему же их изобретатели все еще живы? И генераторы не уничтожены? Да потому что они получают энергию бесплатно, а продают ее потребителям за деньги. Сами же установки стоят сумасшедших средств. Процент людей, получающих сейчас энергию от этих установок, ничтожен по сравнению со всем человечеством. Таким образом, сейчас уже реально действующие БТГ никак не помогают всем людям обрести энергетическую независимость. Так почему же не всем доступны эти поразительные технологии? Потому что мы живем в потребительском формате общества. Как мы видим, уже существуют технические решения, которые могут обеспечить население эффективной
и безопасной энергии без использования ископаемых источников. Многие, кто посмотрел это видео, задаются вопросом, почему мы должны продолжать оплачивать счета за электричество? Почему бы нам не национализировать бестопливные генераторы и не обеспечить всех бесплатной энергией? Это было бы логичным решением энергетического кризиса. Представьте себе, если бы в каждом доме было такое устройство, и вообще не существовало бы такого понятия, как счета за коммунальные услуги. Это был бы не только настоящий энергетический переход, но и во всех отношениях новый этап общественного развития в таких областях, как промышленность, транспорт и связь. Никаких вредных отходов, экологических катастроф и дефицита энергии. Да, в созидательном формате общества, где все ресурсы и научные знания принадлежат самому обществу, это станет нашей повседневностью. Но наша реальность иная. В обществе, ориентированном только на прибыль, все условия созданы для превращения важнейших ресурсов в бизнес. Ведутся войны за новые рынки сбыта, производятся спекуляции и открытые террористические атаки на гражданские энергетические инфраструктуры. Даже воздух облагается налогом. Таким образом, даже бестопливные генераторы превращают в дорогостоящий товар, хотя затраты на их производство ничтожны по сравнению с их производительностью. Что произойдет, если мы, не меняя формата общества, завтра внедрим такую технологию, как БТГ, во всем мире? Миллионы людей, занятых в энергетическом секторе, в одночасье станут безработными. Их семьи останутся без средств к существованию. Экономический коллапс, массовые социальные волнения, которые последуют за этим, ввергнут наш мир в хаос, в дополнение к уже существующим кризисам. Потому что в сегодняшнем обществе люди не защищены, а энергия, как и человеческая жизнь, является товаром. А как должно быть на благо нам всем? Энергоснабжение, как и вода, является правом человека и представляет собой не хорошо было бы иметь продукт, а жизненно важную основу. Внедрение БТГ предполагает социальное обеспечение каждого человека, новую экономическую систему, основанную на потребностях человека, прозрачность и прямое участие граждан в принятии решений, касающихся всего общества. Это заложено в 8 основах созидательного общества, и внедрение этих основ на законодательном уровне будет гарантировать полагающиеся нам права человека, такие как свобода, безопасность и достойная жизнь. Большое спасибо, Гюнтер. Позже мы подробно расскажем нашим зрителям о формате созидательного общества. В этом ключе также коснемся темы энергоснабжения. Так что обязательно оставайтесь с нами. Напоминаем, что эта конференция синхронно переводится на 60 языков. Темы, которые мы сегодня затрагиваем, являются крайне важными, но в то же время и деликатными. Существует большая вероятность того, что наша прямая трансляция будет заблокирована. Поэтому, пожалуйста, продолжайте делиться этой конференцией и следите за информацией на других наших платформах. Ссылки вы найдете в описании прямой трансляции. В нашем следующем тематическом блоке мы хотим рассмотреть социальную сферу нашего общества и то, как она связана с экономической системой. Социальный кризис затрагивает все больше и больше людей в нашей стране. Найденную информацию мы объединили в документальный фильм. Давайте вместе посмотрим, как обстоят дела в Германии сегодня. Как измеряется благосостояние страны? Германия считается богатой страной.
У нас миллиардное налоговое поступление и растущая экономика. Но тогда почему уровень бедности также увеличивается? В результате инфляции и роста расходов на жизнь общий уровень благосостояния в Германии продолжает снижаться. Верно ли то представление о Германии, которое мы имеем? Являемся ли мы по-прежнему процветающим социальным государством? Давайте разбираться вместе. Бедность. По данным организации паритетиша Wolf-Farts-Verband, в Германии уровень бедности составляет 16,6%, а это 13,8 миллиона человек. Более 11% населения живут за чертой бедности. Особенно страдают родители-одиночки и студенты. 41% семей с одним родителем живут в бедности. По данным Федерального статистического ведомства, в 2021 году ежемесячный доход 38% студентов был ниже черты бедности. Растущая бедность в Германии особенно хорошо видна по едва преодолимому наплыву людей в пункты бесплатной продовольственной помощи. В феврале 2022 года более 2 миллионов человек ежедневно посещали 960 таких пунктов. Среди них бездомные, беженцы, граждане, живущие на социальные пособия, а также пенсионеры и родители-одиночки. Люди с низким уровнем заработной платы все чаще начинают пользоваться услугами пунктов бесплатной продовольственной помощи. Для людей старше 65 лет в период с 2018 по 2021 год уровень риска бедности увеличился с 14,7 до 17,4%. Согласно пресс-релизу Федерального министерства жилья, городского развития и строительства, в январе 2022 года в Германии в общей сложности 263 тысячи человек не имели постоянного места жительства. Бедность также влияет на раннюю смертность. Разница в продолжительности жизни между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения Германии составляет 11 лет для мужчин и 8 лет для женщин. Бедность среди детей. Сегодня каждый пятый ребенок в Германии живет в бедности. Часто люди, выросшие в трудных и неблагополучных условиях, так и остаются в ловушке спирали социальной незащищенности на протяжении всей своей жизни. Около 40 тысяч несовершеннолетних и молодых людей находятся под угрозой оказаться бездомными. Бедность в старости. Следующей, наиболее уязвимой группой населения являются люди старше 65 лет. И по прогнозам, уровень бедности в этой группе будет только расти. Исследование показало, что более половины ныне работающих в возрасте 55-64 лет при выходе на пенсию будут иметь ежемесячно на 700 евро меньше, если будут делать взносы только в государственный пенсионный фонд или пенсионную страховку от работодателя. Это означает, что более 2/3, 69% людей, которые скоро выйдут на пенсию, окажутся за чертой бедности. Более половины работников, которые делали взносы в пенсионный фонд в течение своей долгой трудовой жизни, вместо заслуженной, хорошо обеспеченной жизни на пенсии, могут оказаться в нищете. И хотя в Германии существуют тысячи организаций, борющихся с бедностью, таких как Национальная конференция по борьбе с бедностью в качестве немецкого отделения Европейской сети по борьбе с бедностью, показатели бедности продолжают расти. Разве цель социальных пособий не в том, чтобы предотвратить бедность? Если мы живем в социальном государстве, то люди, которые в настоящее время не имеют работы, также должны иметь возможность участвовать в общественной жизни и покрывать свои основные потребности за счет государственной помощи. Не так ли? Наш основной закон гласит, что каждый человек заслуживает достойной жизни. Но насколько она достойна, если человек едва может оплатить свои счета, или когда он вынужден идти в пункты бесплатной продовольственной помощи, чтобы прокормить себя? Безработица. На протяжении последних 3 лет уровень безработицы демонстрирует положительную динамику. Означает ли это, что все больше людей находят работу и тем самым могут повысить свой уровень жизни?
Говорят ли статистические показатели безработицы о реальном количестве людей, которые, несмотря на наличие работы, все еще нуждаются в социальных пособиях? Что отражает статистика? Это вопрос учета и интерпретации данных. Есть люди, которые вообще не фигурируют в статистике безработицы, хотя и получают социальные пособия. Сюда входят все те, кто имеет минимальную занятость или работу за 1 евро, кто находится в поиске работы или проходит профессиональное обучение, а также те, кого трудно трудоустроить или кто болен. Согласно официальной статистике, это уже составляет разницу почти в 800 тысяч человек. Также не учитываются в статистике те, кто не зарегистрированы в качестве безработных и не ищут работу. Их называют скрытым резервом или неработающими. Это почти 3,1 миллиона человек, которые в данный момент активно не ищут работу, но хотели бы трудоустроиться, как, например, домохозяйки. Тогда насколько показатели безработицы соответствуют действительности? Согласно данным теленовостей «Обзор дня», политики продолжают менять формулировки критериев безработицы таким образом, что официально цифры безработных снижаются, хотя на самом деле они растут. В связи с постоянно меняющейся основой для подсчета статистических данных невозможно напрямую сравнить текущие показатели с предыдущими. Нехватка рабочей силы. С другой стороны, помимо безработицы, в Германии наблюдается постоянно растущий дефицит рабочей силы. Существует нехватка квалифицированных работников, особенно в социальных профессиях. Не хватает учителей, врачей, медсестер и воспитателей. До 60% рабочих мест в сфере здравоохранения и образования не заполнены, будь то академические профессии в области медицины или STEM, то есть специальности в области математики, информационных технологий, естественных наук и техники, или неакадемические профессии. Нехватка специалистов ощущается повсюду. Сферы строительства, архитектуры, сельского хозяйства и животноводства, авиации, геонаук, информатики и энергетических технологий также страдают от нехватки квалифицированных работников. Железнодорожные и воздушные перевозки. Нехватка персонала, а также отсутствие по болезни действующего персонала стали причинами массовых задержек и отмен железнодорожных и авиаперевозок в прошлом году. Из-за отсутствия на железной дороге стрелочников только с января по октябрь 2022 года задержки транспорта составили 375 тысяч минут. Летом ситуация обострилась, поскольку на постах электрической централизации поездов не было персонала или его было слишком мало. В июле, в период летних отпусков, Люфтханза и ее дочерняя компания Eurowings сократили расписание полетов из-за нехватки персонала внутри компании в аэропортах и наземных службах. Люфтханза отменила более 900 рейсов по Германии и Европе в своих узловых аэропортах во Франкфурте и Мюнхене. Другие авиакомпании также вынуждены были отменять рейсы. Swiss объявила, что около 10 тысяч пассажиров пострадали от отмены рейсов в июле и августе 2022 года. В декабре 2022 года количество вакансий для квалифицированных работников достигло отметки в 1,2 миллиона. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года, количество свободных вакансий увеличилось на 44 тысячи, то есть увеличилось на 2,9%. В 2022 году были зафиксированы самые высокие цифры за последние 10 лет. Кроме того, имеется большое количество свободных вакансий для неквалифицированного персонала. Институт немецкой экономики ИВА опубликовал в 2019 году результаты исследования, в котором было установлено, что из 753 рассмотренных профессий более половины страдают от нехватки кадров.
Согласно исследованиям, дефицит квалифицированных работников сегодня представляет наибольший риск для успеха предприятия, опережая даже рост цен на сырье и энергию. Почти половина компаний в Германии вынуждена ограничивать свою деятельность из-за кадрового голода. Нехватка рабочей силы в настоящее время обходится Германии почти в 100 миллиардов евро. Странно. С одной стороны, у нас большое количество людей, ищущих работу. А с другой, наблюдается огромная нехватка квалифицированных специалистов во многих отраслях, что препятствует контакту людей, ищущих работу, с потенциальными работодателями, которые не могут найти сотрудников. Это кажется абсурдным. Рынок жилья. Общий кризис охватил и рынок жилья. Жилья не хватает. Немецкий рынок находится в состоянии острого дефицита. Уже в 2020 году 8,5 миллионов человек в Германии жили в переполненных квартирах. Эта проблема продолжает расти. Эксперты Deutsche Bank уже бьют тревогу. Они ожидают беспрецедентный дефицит жилья и резкий спад строительства в Германии в 2023 году. Сдерживание роста арендной платы также мало помогает. Жилой площади мало, и люди вынуждены платить завышенную цену за квадратный метр, поскольку конкуренция среди арендаторов за каждую свободную квартиру настолько высока, что приходится брать то, что есть. Нехватка жилья может регулироваться государством за счет предоставления большего количества социального жилья. Но вместо этого количество социального жилья продолжает сокращаться. В период с 2006 по 2019 год количество социального жилья сократилось с 2,1 до 1,1 миллиона. Около половины государственного социального жилья перешло в частную собственность. Кроме того, строится все меньше и меньше новых зданий. Дефицит поставок во время пандемии привел к росту цен на строительные материалы, от дерева до стали. Затем появилась нехватка строителей и, наконец, резко возросла стоимость отопления. Из-за растущих процентных ставок все меньше людей могут позволить себе покупку жилья. В Германии каждый ребенок при рождении получает налоговый номер. Но, видимо, никто не думает о том, что однажды ребенок пойдет в школу. Иначе как можно тогда объяснить тот факт, что во многих городах детей ждут старые здания школ, нуждающиеся в капитальном ремонте? Плесень на стенах, туалеты, нуждающиеся в ремонте, и сломанные системы отопления. Многие школьные здания не ремонтировались десятилетиями. В 2017 году уже сообщалось о полуразрушенных школах Германии. Сейчас, спустя 5 лет, продолжают появляться доклады об их катастрофическом состоянии. В течение десятилетий ремонту и строительству новых школ не уделялось должного внимания. Это привело к фатальным последствиям. Почти везде сейчас не хватает подходящих помещений для современного обучения в режиме полного дня. Детские учреждения. С малышами ситуация выглядит не лучше. В настоящее время в Германии не хватает около 384 тысяч мест в детских садах. В репортаже в газете «Tagesspiegel» эксперт предупреждает, что система находится на грани краха. В группах детских садов недостаточно персонала для ухода за детьми, но матери вынуждены отдавать туда своих детей из-за финансовых проблем. Образование. Особенно остро ощущается нехватка кадров в школах. По данным Ассоциации учителей Германии, по всей стране не хватает 40 тысяч учителей. А на начало 2022-2023 учебного года ухудшилось обеспечение преподавания во всех федеральных землях. Четверть всех начинающих учителей страдают синдромом эмоционального выгорания. 1/3 учителей через 5 лет увольняется из школы. Проблема нехватки учителей существует уже несколько лет, поэтому ее нельзя объяснить недавним притоком детей-иммигрантов. И сами ученики все больше страдают из-за нехватки учителей.
поскольку во многих школах нет возможности проведения уроков по запланированному расписанию. Немецкая система образования устарела как по своей структуре, так и во многих своих методах. К учащимся предъявляются все более высокие требования, которые, как правило, перегружают их. Еще одним решающим фактором и основным условием для участия в учебном процессе является психическое здоровье учеников. В настоящее время до 20% детей и подростков в Германии имеют проблемы с психическим здоровьем. Образование открывает дорогу в будущее подрастающему поколению, и оно не должно ограничивать людей в их возможностях. Сегодня во многих школах из-за нехватки учителей, отмены занятий и психических нагрузок страдают как учителя, так и ученики. Какова ценность образования в нашем нынешнем формате общества? Разве образование наших детей не является самой важной инвестицией в наше будущее? Медицина и уход. Какова ситуация в области здравоохранения? Там, как говорят в профессиональных кругах, уже годами идет экономия, везде и на всем. И с каждым годом она только увеличивается. Не хватает не только младшего и среднего медицинского персонала, но и врачей. И все указывает на то, что в ближайшие годы эта нехватка будет возрастать. Для заполнения одной штатной должности сейчас требуется 1,2 человека. Цитирует Эрстцеблат, вице-президента немецкой медицинской ассоциации Элен Лундерсхаузен. Работа на полставки, по ее словам, является одной из последних гарантий нормированного рабочего времени и своевременного окончания рабочего дня. Врачи с трудом справляются с постоянно растущими бюрократическими нагрузками, и у них остается все меньше и меньше времени для контакта с пациентами. Ведение собственной практики уже почти не приносит прибыли из-за жестких требований, налагаемых медицинскими страховыми компаниями, причем особенная нехватка врачей ощущается в сельской местности. По данным штатиста, число врачей общей медицины в Германии сокращается. В 2011 году в стране насчитывалось 29 304 праксиса общей медицины, а в 2019 году только 24 184. И это несмотря на рост и увеличение среднего возраста населения. Конечно, это вызвало значительные последствия. Длительное время ожидания приема у врача, некачественная диагностика и недостаточное уделение времени пациентам. Прибавим к этому все более строгие требования к врачебной деятельности. Все это приводит к постоянному ухудшению медицинского обслуживания. Каково положение дел в клиниках? Несмотря на возросшую потребность в них, во время пандемии в 2020 году 25 больниц в Германии были закрыты по финансовым соображениям. 27 декабря 2022 года журнал Эрстцеблат сообщил, что согласно данным немецкой ассоциации больниц ДКГ, клиники Германии в 2023 году столкнутся с беспрецедентной волной банкротств. На наши больницы в 2023 году обрушится волна банкротств, которую вряд ли удастся остановить, сказал глава ассоциации Геральд Гасс в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. В 2022 году процесс закрытия больниц в Германии продолжился. К концу года 13 больниц навсегда закрыли свои двери. С начала пандемии в 2020 году, таким образом, исчезло в общей сложности 40 больниц. Ощущается нехватка машин скорой помощи. Отделения неотложной помощи в больницах часто переполнены, поэтому пациентам, которым срочно нужна помощь, приходится долго ждать. С регулярным постоянством появляются сообщения о перегрузке системы здравоохранения. Еще одной проблемой, помимо нехватки квалифицированных кадров, является все более острый дефицит медикаментов. Производство активных компонентов для часто используемых медикаментов осуществляется в Германии всего лишь 2 крупными производителями. На мировом рынке производителям и дистрибьюторам фармацевтической продукции выгоднее поставлять продукцию в страны, где цены выше, чем в Германии. Недостаточное качество продукции,
производственные проблемы или сбои, задержки в поставках сырья или даже полное прекращение выпуска продукции производителям – таковы реалии сегодняшнего дня. 68% производственных площадок по выпуску определенных активных компонентов, предназначенных для Европы, расположены в Азии, говорится в исследовании фармацевтической ассоциации ФАУЭФА. Высокая зависимость Европы от азиатских производителей активных компонентов создает дополнительные проблемы. Журнал «Фокус» опубликовал в октябре 2022 года список медикаментов, пострадавших от нехватки поставок. В этот список попали около 300 препаратов. Это была лишь некоторая информация о нашей нынешней системе здравоохранения. Медицина не должна быть подчинена максимизации прибыли. Больницы закрываются, несмотря на растущую необходимость мест в стационаре. Врачи подвержены тяжелым нагрузкам из-за сложных и стрессовых условий труда. Разве жизнь и здоровье человека не должны быть на первом месте? А как обстоят дела с психическим здоровьем населения? Психическое здоровье. О тревожном развитии событий свидетельствует также рост числа депрессий и других психических заболеваний в Германии. Их уровень составляет 5,2%, что выше, чем в большинстве других стран. В 2022 году Германия заняла 16-е место в списке стран с самым высоким уровнем депрессий. В нашей стране депрессией страдают более 11% женщин и 5% мужчин. В Германии от самоубийств погибло больше людей, чем от наркотиков и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых. Большинство этих самоубийств было вызвано депрессией, лечение которой часто было неполноценным из-за отсутствия мест для терапии. По данным Федеральной палаты психотерапевтов, среднее время ожидания места для прохождения психотерапевтического лечения в Германии составляет 20 недель. Насилие. Одним из основных страхов, разделяемых многими людьми и особенно родителями, является страх перед насильственными преступлениями. В августе 2022 года в телевизионной передаче «Обзор дня» сообщалось, что в прошлом году в Германии жертвами сексуального насилия становились в среднем 49 несовершеннолетних в день. Рост распространения, приобретения, хранения и производства изображений сексуального насилия за последний год составил 53%. Кроме того, частота физического насилия увеличилась на 10%. Причем резко возросло число распространений изображений насильственных действий среди несовершеннолетних. Так, в прошлом году 17 704 ребенка в возрасте до 14 лет стали жертвами сексуального насилия. 2281 из них были младше 6 лет. Разве это тот мир, в котором мы хотим жить? Тяжело комментировать ту бесчеловечность, в которой мы живем. Больно осознавать, что взрослые могут причинять вред детям, вместо того, чтобы защитить их. Разве это не наш долг, как общество, положить этому конец? Согласно статистике, каждая третья женщина в Германии хотя бы раз в жизни становится жертвой физического или сексуального насилия. Примерно каждая четвертая женщина хотя бы раз становится жертвой физического или сексуального насилия со стороны своего нынешнего или бывшего партнера. Учитывая все то, что мы только что увидели, можем ли мы по-прежнему называть нашу страну социальным государством? Чувствует ли человек себя в безопасности в таком обществе? И куда мы движемся, если происходит ухудшение во всех областях нашей жизни? Мы должны смотреть на ситуацию шире и понимать, что государство — это мы, люди, которые своей пассивностью поддерживают эту форму общества. Если мы хотим жить по-другому, мы должны действовать. Сейчас самое время. Разве не должен каждый иметь право на достойную и безопасную жизнь? Каждому человеку должно быть доступно недорогое жилье,
достойный социальный пакет, бесплатная и качественная медицина и возможность участвовать в жизни общества. Все это прописано в социальном кодексе. Наша социальная рыночная экономика должна гарантировать свободу, социальное обеспечение, социальную справедливость. Сейчас мы должны осознать, что все дальше и дальше уходим от этих целей. Все, что предлагается в качестве решений в рамках сегодняшнего потребительского формата общества, помогает лишь выборочно и в лучшем случае в краткосрочной перспективе. Если мы действительно стремимся найти выход, мы должны пойти совершенно новым путем. После того, что мы только что увидели, вы все еще думаете о той Германии, которая десятилетиями выступала за процветание социальной справедливости? Лично меня пугает, что в нашей стране, на которую смотрит весь мир, так много недовольства и несправедливости. Можем ли мы по-прежнему называть нашу страну социальным государством? Давайте посмотрим, как определяется термин «социальное государство». Государство, которое стремится к социальной справедливости и заботится о социальном обеспечении своих граждан. Основной закон гласит, что Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным государством. Факты, которые мы видим, уже давно не соответствуют этому определению. Так насколько же социально является то, что каждый пятый ребенок в Германии живет в бедности? Несовершеннолетних молодых людей находятся под острой угрозой стать или что более 2/3 людей, которые скоро выйдут на пенсию, по всей вероятности столкнутся в старости с нищетой. Можно было бы предположить, что эти проблемы касаются только социально уязвимых слоев населения. Но сейчас мы видим, что люди с низкими доходами также нуждаются в социальной поддержке. Никогда еще продовольственные пункты в Германии не были так переполнены, и тем более теми, кто имеет работу. Многие спрашивают себя, как всю жизнь платить пенсионный фонд, если в конце жизни меня все равно ждет бедность? Какой смысл от хорошей зарплаты? Что мне дает современная медицина, если приходится ждать приема врача до полугода? В Германии мы испытываем дефицит лекарств. В многих местах, например, невозможно купить жаропонижающий сироп для детей. В нашей стране можно услышать, как люди говорят, где-то еще хуже. У нас еще все хорошо. Но почему мы должны оценивать свое положение, оглядываясь на чрезвычайную глобальную обстановку в мире, вместо того, чтобы взять ориентир на свое собственное развитие и прогресс? Мы должны честно признать, что наш напускной оптимизм и лозунг «все статистика, не отражающая реальность нашей жизни, ничего не меняет. В результате вводятся новые и заниженные стандарты. И вместо того, чтобы постоянно улучшать или хотя бы поддерживать качество жизни, мы все дальше и дальше скатываемся к социальной несправедливости. Дети, растущие в бедности, пенсионеры, собирающие пустые бутылки. Такого не должно быть в нашей богатой стране. Мы финансируем нашу социальную систему за счет наших налогов и социальных взносов. Почему, когда мы до сих пор испытываем так много трудностей? Тут наши деньги, и как решается вопрос их распределения? Знаете ли вы, что мы, немцы, платим самые высокие налоги в мире после Бельгии? Поэтому Германия считается страной с высоким уровнем налогообложения. Это результат недавнего исследования Организации экономического сотрудничества и развития ОСР. ОСР ежегодно сравнивает налогообязательства и обязательства сборов стран-участниц. Согласно исследованию, Германия занимает печальное второе место в мире по уровню налогов и сборов. Только в Бельгии людям со средним заработком приходится платить еще больше налогов и сборов, чем в Германии. Весь федеральный бюджет финансируется почти исключительно за счет наших налогов. В 2022 году налоговые поступления в Германии составили 815 миллиардов евро. Тем не менее, 3/4 жителей Германии с удовольствием
удовольствием платят налоги, потому что государство может использовать эти доходы для обеспечения хороших условий жизни и безопасности граждан. Но почему же тогда у нас нет средств на детские сады, высококачественное школьное оборудование или медперсонал? Налоговое законодательство Германии очень сложное. В основном это связано с более чем 40 различными видами существующих в Германии налогов. Несмотря уже о бесчисленных законах и директивах, кто за что и в каком размере должен платить налоги. Поэтому очевидно, что не все люди понимают, как работает налогообложение. Как многие знают, каждый работающий человек платит подоходный налог. Это означает, что наша зарплата облагается налогом. Когда мы на эти деньги делаем покупки, мы снова должны заплатить налог на добавочную стоимость. На самом деле, помимо прямых налогов, существуют также косвенные налоги, которые мы даже не замечаем в повседневной жизни. На следующем графике показано несколько примеров. В общей сложности мы отдаем от 60 до 70% своего дохода в виде многочисленных налогов. Мы забываем, что денежное отчисление — эквивалент времени и энергии нашей жизни, в течение которого мы не можем побыть семьей или позаботиться о своем здоровье. Потребительский формат нашего общества заставляет нас много работать и отдавать большую часть заработанных денег, но несмотря на это наши социальные проблемы остаются нерешенными. Несмотря на большие налоговые сборы, у Германии есть долги. Если федерального бюджета не хватает, государство берет деньги в долг. Знаете ли вы, что каждый житель Германии имеет долг в размере 30 тысяч евро, даже не зная об этом? Государственные долги — это наши долги, ваши и мои, без нашего согласия. Допустимо ли брать кредиты для другого человека, не спрашивая его? В нашей частной жизни это было бы немыслимо, но это делается по отношению к всему населению страны. Представьте себе, что теперь у вас есть право политического голоса. Вы могли бы голосовать за то, на что будут расходоваться деньги, какие законы принимаются, или какие меры устанавливают для улучшения жизни людей. Согласились бы вы, например, с решением возложить самое тяжелое налоговое бремя на средний класс, который составляет 2/3 населения Германии? Средний класс, малые и средние предприятия вносят значительный вклад в финансирование государственных расходов, выплачивая высокие налоги и взносы на социальное обеспечение. Знаете ли вы, что в то же время Германия остается страной с низким уровнем налогообложения для особо состоятельных людей? Хотя налогообложение предприятий относительно высокое, транснациональные корпорации в огромных масштабах обходят честную выплату налогов через фиктивные фирмы в налоговых оазисах или используют налоговые уловки и лазейки. Если бы эти деньги не проходили мимо казны, у нас было бы гораздо больше налоговых поступлений в федеральный бюджет. Какой бы был эффект? На эти деньги можно было бы решить проблемы во многих сферах и помочь людям. Почему мы вообще допускаем такую несправедливость? Потому что корпорации следуют правилам системы потребительского формата. Они просто пытаются заработать максимум возможной прибыли. Простым людям приходится нести самое большое бремя и платить за это своей жизнью, и тяжелым трудом. Виноваты не крупные корпорации, а сама система, построена на таком принципе несправедливости. Дополнительным для среднего класса является инфляция. Она привела к тому, что средний класс уже сократился за последние годы и находится под давлением. Предприятия малого и среднего бизнеса уже не знают, будут ли они существовать в следующем году. Растут производственные расходы, повышается стоимость энергии, увеличивается арендная плата и ставки по кредитам для предприятий. Что это означает конкретно для нас, людей? 30% инфляции. Доход уменьшается на одну месячную зарплату. Это можно легко почитать, не будучи математиком. Это именно те деньги, которых не хватает, например, на отпуск. Эксперты говорят, что инфляция только началась. А если мы ничего не предпримем, то когда эти процессы усилятся, их будет трудно остановить. Вскоре мы более подробно рассмотрим искусственность кризиса, программирован на создание кризиса и инфляции. Каковы последствия для нашей страны?
Если средний класс будет сокращаться, то и экономика будет стагнировать. Меньше будет тратить, меньше будет производить. Меньше налоговое поступление, меньше денег будет в федеральном бюджете. И, соответственно, меньше на социальные услуги. Объединяя средний класс, Германия объединяет себя и теряет свою опору. Крупные предприятия переносят производство в другие страны, потому что в нашей стране слишком высоки затраты на энергию производства. Небольшие предприятия, связанные обязательствами, должны страдать. В результате мелкие предприятия разоряются, и количество рабочих мест все больше сокращается. А что потом происходит с людьми, которые попадают из среднего класса? Хочется надеяться, что эти люди не скатятся в нищету. Как мы видим, разрыв между богатыми и бедными увеличивается. Во время кризисов большая часть населения беднее, за исключением тех немногих, кто может извлечь из этого прибыль. Ярким примером является энергетический концерн, получивший огромные прибыли во время энергетического кризиса. Кризис не является единственной причиной такого развития событий. Они являются сопутствующим фактором потребительского формата. Они лишь подчеркнули и, конечно, еще больше усугубили существующее неравенство и уязвимость людей в этом потребительском формате общества. Процессы на самом деле стоят за этим. Почему инфляция в настоящее время так сильно влияет на людей? Каким может быть решение этой проблемы? Мы взяли об этом интервью у Мурата Йылдыза, специалиста страхового дела, инвестиционного консультанта и специалиста по имущественным ценностям. Давайте послушаем, что он нам об этом расскажет. Тема, которая больше всего обсуждается сейчас и обсуждалась в последние годы, это инфляция. Это значит, что она была всегда. Но сейчас, последние 2-3 года, инфляция настолько высока, что, к сожалению, все это чувствуют и ежедневно, совершая покупки, наблюдают, что деньги обесцениваются. В этом плане, к сожалению, не все так радужно, но как бы плохо это не звучало, это только начало. Поэтому предполагаю, что в ближайшие год-два ситуация ухудшится. Я бы не сказал, что дела в экономике идут так уж хорошо. Нам хотят представить ее положение в лучшем свете. Но когда известно, что более мелкие компании со средними объемами производства, перед кризисом произошли изменения в законодательстве, согласно которым предприятия больше не обязаны сообщать о своей неплатежеспособности, что означает, что многие предприятия, которые уже должны были закрыться по экономическим причинам, все еще существуют. И выглядит все так, как будто бы с экономикой в целом все хорошо, но вместе с тем многие сотрудники были уволены, а большое количество сотрудников работают в режиме сокращенного рабочего времени. Все это, на мой взгляд, приукрашенные сообщения. И это подтверждается тем, что каждый из нас видит и может подсчитать, что он может купить на те же деньги сейчас, по сравнению с тем, что он мог купить ранее. Это означает, что с экономической точки зрения у людей не все в порядке. И это ощутимо. Можно показывать и говорить все, что угодно. Но в реальности все по-другому. Так что все определенно не так, как нам рассказывают. Например, что это украинский кризис или проблемы с поставками и прочее привели к росту цен. Есть две основные причины инфляции. Первая – нехватка сырья. Вторая – то, что сами деньги обесцениваются. А если разделить первую причину, дефицит сырья, на составные части, то можно обозначить еще два вида инфляции. Первый – инфляция спроса, когда определенная продукция очень необходима, но ее не хватает. В таком случае продукт автоматически становится немного дороже. Но это вполне естественно. Рынок отражает сам себя.
И второй — это инфляция себестоимости. То есть, если производство определенного продукта обходится дороже, например, фермер выращивает помидоры, огурцы и так далее, но теперь ему приходится платить в 2 раза больше за дизельное топливо. Тогда себестоимость продукции автоматически повышается. Но эти 2 вида инфляции на самом деле незначительные, потому что на них приходится совсем незначительная часть того, что мы видим и переживаем в настоящее время. Основная причина инфляции, которую мы сейчас переживаем, это денежная инфляция. Когда рынок заполняется большим количеством денег, и их больше печатается, что и делает Европейский Центральный банк последние 7-10 лет. Тогда деньги обесцениваются. К сожалению, с существующей системой это не сработает. Максимум, что можно сделать, это что-то точечно улучшить в определенных сферах, где вы являетесь экспертом, или создать возможности, чтобы это не выглядело так драматично. Но для того, чтобы произошли реальные изменения для самих людей, необходимо практически перевернуть всю систему. Должна быть прозрачность, должен быть вовлечен каждый человек. И все системы могут быть сформированы по-другому. Решения уже есть, но не все еще знают о них, а это нужно реализовывать на практике. Я узнал о созидательном обществе совсем недавно. И считаю, что эта идея не только потрясающая, но и очень простая в реализации. Прежде всего, нужно просто проинформировать людей о том, что такая возможность существует, и что в этом участвуют все. В существующей системе мы можем лечить только симптомы, но это не излечит систему в целом, поэтому ее придется полностью менять. هذا التوتر يعني baştan geçiriyor yani. Asli öğren yazılımı çalışmalar. Warum существующий формат нашего потребительского общества не подходит для решения общественных проблем? Ведь на самом деле ясно, в чем заключается несправедливость. Когда мы говорим о потребительском обществе или о потребительском формате, мы не имеем в виду, что люди должны отказаться от потребления товаров или услуг или от удобств. Мы используем этот термин, потому что с его помощью мы описываем деструктивную ориентацию общества. Потребительское общество — это общество, которое не служит защите человеческой жизни и общему качеству жизни, а направлено на увеличение прибыли и сохранение власти единиц, соглашаясь при этом с угнетением и эксплуатацией. Уважаемые телезрители, мы однозначно видим, что у нас уже не социальная рыночная экономика, а все больше и больше чистая рыночная экономика, где есть для каждого товара и услуги есть рынок, даже когда речь идет об экзистенциальных сферах нашей жизни. Таким образом, все вопросы в нашем обществе теперь сводятся только к оптимизации цен и максимизации прибыли. Какое влияние оказывает непрерывное расширение рыночных подходов на экономику и общество Германии? Из-за недостаточной рентабельности или отсутствия финансирования клиники вынуждены закрываться, сокращаться койко-места, справляться с нехваткой персонала. В то же время получают допуск к применению все более дорогие медикаменты, и фармацевтические компании получают миллиардные прибыли. Мы платим за электричество второе по дороговизне не только в Европе, но и во всем мире, в то время как наше электроснабжение становится все более ненадежным. И уже сейчас нам придется готовиться к массовым отключениям. Не у каждого на территории 1/5 части Германии есть возможность пользоваться мобильной связью, поскольку операторам мобильной связи нерентабельно расширять сети по всей стране. Кроме того, мы ежегодно вывозим в другие страны 700 тысяч тонн отходов, потому что там их переработка обходит дешевле. Однако в большинстве случаев они оказываются на свалках или даже в море.
Мы импортируем продукты питания, произведенные с использованием принудительного или детского труда, потому что они дешевле. Почему мы каждый день сталкиваемся с подобным абсурдом? Ответ всегда и везде один и тот же. У нас не хватает денег на решение насущных проблем. И так обстоит дело не только в Германии. Во всем мире люди сталкиваются с абсурдом, недовольством и получают один и тот же ответ. У нас не хватает денег. Мы всегда думаем, что другие страны должны подстраиваться под наши высокие стандарты, чтобы решить свои проблемы. Но даже у нас нет достаточно средств, чтобы решить наши проблемы. Но так ли это на самом деле? Разве мы не можем в течение стольких лет найти подходящее решение как в Германии, так и за рубежом? И это несмотря на то, что у нас есть столько экономистов, экспертов и консультантов. Давайте теперь посмотрим на некоторые цифры в глобальном масштабе. Все они получены от известных исследовательских институтов и международных организаций. Чтобы устойчиво покончить с голодом в мире, нам необходимо дополнительно $33 миллиарда в течение следующих 10 лет для обеспечения социальной защиты детей, матерей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями во всех развивающихся странах. Нам необходимо дополнительно $480 миллиардов в год. Для обеспечения всеобщей системы здравоохранения во всех развивающихся странах для 6,6 миллиарда человек нам необходимо дополнительно $707 миллиардов в год. Итого $1,2 триллиона в год. Это довольно большая сумма, которую мы, очевидно, не можем себе позволить. Ну, давайте посмотрим, на что у нас явно хватает денег. В настоящее время мы тратим $571 миллиард в год по всему миру на субсидирование возобновляемых источников энергии и электромобилей. Хотя они неэффективны, нерентабельны и не экологичны. Но одно несомненно, это то, что частные прибыли финансируются за счет государственных денег. За последние 20 лет мы тратили на войны в среднем $1,8 триллиона в год. То есть мы тратим деньги на стабильное увеличение частного богатства и убийство друг друга. И даже в 2 раза больше, $2,4 триллиона США, чем на неотложное решение насущных проблем. Разве это не безумие? И в то же время в мире насчитывается около 300 тысяч супербогатых людей с личным состоянием более $330 миллионов. Общая сумма их активов составляет 36 триллионов долларов. Получается, что у нас более чем достаточно денег, чтобы решить все проблемы на планете. Но мы просто не делаем этого. И если мы посмотрим на глобальное распределение богатства, то вот что мы обнаружим. 1% самых богатых людей владеют почти 50% капитала. 12% самых богатых людей владеют почти 90% мирового капитала. Самые бедные 55% людей на планете не имеют почти ничего. Давайте теперь посмотрим на распределение капитала в Германии. В нашей стране частный капитал составляет в общей сложности более 15 триллионов евро. Однако он распределен крайне неравномерно. 10% самых богатых немцев владеют более 50% всего капитала.
20% самых богатых немцев владеют почти 80% всего капитала. Самые бедные 50% не имеют почти ничего. И самые бедные 60-70% немцев почти также ничего не имеют. Среди них много людей среднего класса, которые каждый день ходят на работу, но не имеют никакого имущества. Все это вовсе не удивляет. Хотя повсюду декларируется, что экономика направлена на улучшение жизни каждого. На самом деле, стоит иначе. И мировая, и немецкая экономики существуют не для того, чтобы обеспечить всех людей или всех жителей Германии товарами и услугами, а для того, чтобы сделать богатых людей богаче. И это не только определяет наши экономические действия в повседневной жизни, но и глубоко укоренилось в нашей экономической доктрине. А что такое вообще означает термин «экономика»? Согласно немецкой версии Википедии, это совокупность всех институтов и действий, которые служат запланированному удовлетворению. Поначалу это звучит разумно. Теперь заглянем в признанный энциклопедический словарь Гамблер. Там разъясняется следующее. Целью экономики является гарантированное обеспечение средств к существованию. Это именно то, чем мы явно не справляемся. И в ее капиталистической форме максимизация прибыли и удовлетворение своих потребностей с помощью предпринимательской свободы, в то же время порождая зависимость будто от поставщиков, продуктов и рост вплоть до коллапса системы, не обязательно желаемого, но ожидаемого. Неплохая перспектива, но особенно интересно то, что самое первое определение термина «экономика» восходит к Аристотелю. Там он приводит различия между греческого домоуправления или ведения хозяйства, удовлетворения базовых потребностей, и хрестоматикой, искусством приобретения. Так, чем же мы занимаемся? Экономикой или хрематистикой? Известный американский экономист Милтон Фридман в 1970 году опубликовал в газете New York Times эссе «Доктрина Фридмана. Социальная ответственность корпораций означает увеличение их прибыли». Фридман утверждает, что корпорация не несет социальной ответственности перед общественностью или обществом. Ее единственная ответственность перед акционерами. Какая это наглость! Значит, нет никакой ответственности перед пациентами в больницах, потребителями электроэнергии, мобильной связи, другими словами, перед нами, людьми. Как же это бесчеловечно! А как мы организуем так называемую экономику? В соответствии с взаимодействием между спросом и предложением. Всем известно, рост предложения ведет к падению цен, рост спроса к росту цен. Но последствия этого контрпродуктивны до абсурда. Если у нас высокий уровень производства или перепроизводства, например, в сельском хозяйстве, мы должны быть счастливы, что мы имеем больше. Но для производителей или фермеров в нашем мире это печальная новость. Если цены падают, сильно падают, и они зарабатывают меньше, чем при нормальном производстве или урожае. Когда мы сталкиваемся с кризисом или дефицитом, это благословение для тех немногих поставщиков, у которых все еще есть этот товар на складе. И они могут продавать его по очень высоким ценам. В то время как большинство голодает или страдает, и единицы наживаются.
произошло в 2020 году с медицинскими масками. Высокий спрос, вызванный требованием закона об обязательном ношении масок, привел к повышению цен в 5 раз. Как же это было подло и удручающе. В XVIII веке шотландский экономист Адам Смит, основатель классической экономики, ввел понятие невидимой руки. Предполагается, что в рыночной экономике невидимая рука — это ненаблюдаемая сила, которая автоматически приводит спрос и предложение в равновесие. За последние 100 лет у нас было около 20 экономических кризисов. Где была эта невидимая рука все это время, когда миллионы людей потеряли работу, дома, здоровье, счастье и надежду? Хотим ли мы продолжать полагаться на невидимую руку в нынешнем и грядущем экономическом кризисе? Действительно ли мы хотим рынка для всей нашей жизни? Хотим ли мы продолжать стремиться к максимизации прибыли вместо обеспечения средств существования? Посмотрите, как парадоксально устроена экономика. Планирование осуществляется на каждом уровне. В семье, на малом или среднем предприятии, в корпорации, в государственном бюджете. А на самом высоком уровне, в национальной экономике, невидимая рука должна регулировать события на рынке. Но как это согласуется с нашим немецким здравым смыслом, с нашим стремлением к безопасности и благополучию, когда все должно быть под контролем? Давайте посмотрим на немецкие и международные корпорации. В них работают сотни тысяч, а в некоторых даже миллионы людей. Эти корпорации богаче и мощнее многих национальных экономик. Они ориентированы на прибыль и чрезвычайно профессиональны. Они все планируют и твердо придерживаются своих планов. Это также соответствует экономической доктрине. Но в то же время экономическая доктрина гласит, что мы не должны планировать наше общее благо, а предоставить его воле случая. Что происходит во время кризиса? Иногда рушатся рынки и целые экономики. Иногда государство вмешивается, спасает банки или корпорации, поскольку они являются системно значимыми. Во время финансово-экономического кризиса 2008 года прибыли были приватизированы, а убытки социализированы. Таким образом, в хорошие времена корпорации генерируют высокие прибыли для своих акционеров. В плохие времена мы все должны платить налоги, чтобы покрыть убытки корпорации. Это уже совсем не рыночная экономика. Это социализм для богатых и капитализм для бедных. И последнее, но не менее важное. За 2 года кризиса, связанного с пандемией, 10 самых богатых людей в мире удвоили свое состояние до общей суммы $1,5 триллиона, в то время как миллионы людей потеряли свой единственный источник дохода. Насколько абсурдной может быть эта экономическая система? Она по определению запрограммирована на крах. Она особенно подвержена кризису. Она всегда благоприятствует богатым, и в ней всегда есть явный проигравший. Это мы, люди. Спасибо, Кристиан, за твои пояснения. Честно говоря, довольно отрезвляюще слышать,
что на самом деле в нашей экономической системе социальная справедливость не предусмотрена, потому что все направлено на увеличение прибыли, а не на удовлетворение наших реальных потребностей. Да, ты права, Сильвиан. Хотя об экономическом росте мы слышим каждый день, население становится все беднее. При этом в определении понятия экономики говорится, что она должна обеспечивать людей средствами к существованию. Но сегодня дело обстоит иначе. Социальная несправедливость и кризисы принимаются в расчет и даже систематически планируются. Но означает ли это, что так и должно продолжаться? В конечном счете экономика — это соглашение между людьми, а не всеобщий закон. Именно так. Это же означает, что у нас есть возможность создать новые условия, построить экономическую систему, которая не будет провоцировать кризисы. Сейчас мы видим, что мы уже катимся к следующему большому экономическому кризису, даже если мы пока не можем судить об этом по цифрам. Одно можно сказать точно. Так, как сейчас, продолжаться не может. Изменения неизбежно произойдут. Либо наступит коллапс, либо мы перейдем к экономической модели, которая может быть реализована только в формате созидательного общества. Кристиан, на данный момент экономические эксперты проекта «Созидательное общество» разработали новую целостную модель для нашей экономики, которая будет функционировать по-другому и иметь совершенно иной вектор. Мог бы ты подробно рассказать об этом нашим зрителям? Дорогие зрители, нам всем, как человечеству, нужна срочно совершенно новая экономическая модель, которая гарантирует устойчивые выгоды для всех нас и которая обеспечит нам максимальное процветание. Меня часто спрашивают, возможно ли это вообще? В истории нет положительных примеров такой модели, но да, на это возможно. Это возможно. И для этого нам нужно лишь выполнить одно условие, чтобы мы все объединились в созидательном обществе, где жизнь человека имеет наивысшую ценность, где вся политическая, экономическая и социальная деятельность действительно направлена на улучшение нашей жизни, свободы, здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и так далее. Это возможно только в абсолютно прозрачном и самоуправляемом обществе, где нет власти, в обществе с ответственным и конструктивным управлением, в обществе с правилами без правителей. Поскольку такие условия веками отсутствовали в обществе, все предыдущие экономические системы были направлены на максимизацию власти или прибыли. И поэтому потерпели неудачу. К тому же, в настоящее время мы достигли определенного технологического уровня, который открывает нам совершенно иные возможности. Информация, которую вы сейчас услышите, очень важна. Жизненно важна. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны по мере того, как мы будем изучать, как будет функционировать наша экономическая модель. Конечной целью экономики в созидательном обществе является обеспечение одинакового и наилучшего возможного уровня для всех людей. Мы говорим о высочайшем качестве медицинского обслуживания, образования, жилья, продуктов питания, одежды. Каждый будет иметь все самое лучшее в соответствии с самыми строгими стандартами качества. Представьте себе стабильную экономику без кризисов, без страха за завтрашний день. И все население планеты со стабильным доходом. То есть у каждого будет высокая покупательная способность и время, чтобы наслаждаться продуктами и услугами. Для достижения этой цели экономическая система нуждается в полной перестройке, которая будет происходить в два этапа. Во-первых, мы должны перейти от нашей нынешней экономической системы к экономике созидательного общества. Этот переходный период продлится около 5 лет.
Очень важным изменением станет введение единой денежной единицы, созданной единым мировым банком, находящимся в собственности и под контролем общества. Важным условием, которое будет выполнено сразу же после перехода на новую систему, является списание всех долгов стран и частных лиц. С этого момента будет запрещено давать деньги под проценты. Если вам нужны деньги, вы берете их и возвращаете такую же сумму. Ключевым элементом новой экономики станет то, что каждый человек будет получать ежемесячный, безусловный базовый доход, эквивалентный 10 тысячам долларов США. Это создаст высокую покупательную способность каждого человека и обеспечит устойчивый спрос на товары и услуги, что, в свою очередь, создаст условия для роста и развития предприятий. С помощью искусственного интеллекта экономика будет планироваться обществом в целом и на его благо. Глобальный спрос будет формироваться самим и анализироваться искусственным интеллектом, который сможет предсказать необходимый объем производства продуктов, питания, товаров и услуг, чтобы обеспечить каждого человека в любой точке мира всем необходимым. Это обеспечит наиболее оптимальное распределение ресурсов и объемов производства на планетарном уровне. Спрос на все товары и услуги будет всегда предоставлен онлайн и доступен каждому. Например, вы хотите начать свой бизнес и интересуетесь возможностями выбранной вами области. И выдает вам прогноз о текущих и прогнозируемых потребностях в этой области, а вы уже решаете, что должно быть произведено или должно быть предложено, и что будет иметь гарантированный спрос. Все новые технологии будут принадлежать обществу и будут полностью доступны для любого бизнеса. Это позволит не только автоматизировать процессы производства и экономической деятельности компании, но и создать условия для повышения качества продукции и услуг. Еще одно важное изменение — цены будут фиксированными с самого начала переходного периода. Специалисты с помощью искусственного интеллекта будут рассчитывать оптимальные цены на все товары и услуги с учетом логистики и производственных затрат. Повышать цены будет нельзя, только снижать, при этом сохраняя или улучшая качество. Цены на одни и те же товары и услуги будут одинаковыми в любой точке мира. Автоматизация и новые технологии позволят работать 4 часа в день, 4 дня в неделю. И высокий уровень заработка, независимо от того, сколько человек работает, им будет по-прежнему ежемесячно выплачиваться базовый доход. У каждого будет стимул работать, чтобы жить еще лучше. И независимо от того, в какой части света вы решили жить и работать, профессионалы с одинаковой квалификацией будут получать одинаково высокую заработную плату за одну и ту же работу во всем мире. Это устранит трудовую миграцию и связанные с ней трудности. Давайте резюмируем. Единый мировой банк, принадлежащий и контролируемый обществом. Единая денежная единица.
Фиксированные цены и отсутствие процентов по кредитам полностью исключают риск возникновения инфляции и кризисов в экономике. Нам больше не нужно искать баланс между спросом и предложением, между количеством денег в обращении и товаров и услуг на рынке. Если сегодня конкуренция строится на деньгах, на снижении цен, то в переходный период компании будут конкурировать на качестве. Фиксированные цены, единая денежная единица, беспроцентные кредиты, отсутствие инфляции и свободный доступ к новым технологиям дают предприятиям достаточно возможностей для повышения качества и получения хорошей прибыли. Все эти факторы создадут условия для здоровой конкуренции и будут стимулировать производство более качественной продукции. Это, в свою очередь, обеспечит высокий уровень жизни для всех. В созидательном обществе будут созданы условия, в которых будет невозможна коррупция и влияние отдельных лиц на экономику и политику. Для этого будет введено ограничение личного богатства, то есть установлен предел максимального капитала на семью. Этот предел мы определим вместе, как общество. Допустим, это будет $10 миллионов. Такого состояния более чем достаточно для комфорта богатой жизни, но недостаточно для развязывания войны. Мировые ресурсы, стратегические отрасли и жизнеобеспечивающие предприятия будут принадлежать всему мировому сообществу, в том числе горнодобывающая промышленность, производство энергии, финансовая система, разработка новых технологий, здравоохранение, производство медикаментов и медицинского оборудования, телекоммуникационная инфраструктура, крупные сельскохозяйственные предприятия. В определенный момент времени, подготовив все необходимые условия и создав экономические процессы, мы выберем дату, с которой начнется новая экономика переходного периода к созидательному обществу. В этот момент валюты разных стран будут обменены на новую денежную единицу. Обмен будет производиться с учетом ограничения капитализации. Если сбережения превышают максимальный порог, установленный обществом, остальные деньги не обмениваются. В то же время все долги будут аннулированы, цены зафиксированы, и каждому человеку начнет выплачиваться безусловный базовый доход. В своих комментариях люди задают нам вопрос, потому что в нашем потребительском обществе им сложно себе это представить. Откуда мы возьмем деньги в новой модели экономики, чтобы выплачивать каждому человеку безусловный базовый доход в размере $10 000? Да, это действительно очень хороший вопрос. Но прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое вообще деньги. Мы используем как средство обмена, чтобы упростить покупку товаров и услуг. Неважно, из чего они сделаны, из металла, бумаги или это просто цифры на экране. На протяжении веков в качестве денег использовались золото и серебро. Но со временем люди пришли к идее положить свое золото в банк и получить расписку о том, что банк должен им такое-то количество золота. Эти долговые расписки, банкноты, использовали. Такая система получила название «золотой стандарт».
Но после 1970-х годов от золотого стандарта полностью отказались. Правительства по всему миру решили, что деньги больше не будут обеспечены золотом. И теперь деньги не подкреплены ничем. Если раньше ценность денег определяла золотом, то сейчас она подкрепляется только нашей верой. Деньги — это просто договор. В мире, где за все надо платить, мы зависим от денег. И люди проводят большую часть жизни, зарабатывая деньги. И за деньги мы готовы делать то, что нам скажут. У кого деньги, у того власть. Чем больше денег, тем больше власти. Деньги в потребительском формате общества — это ключевой инструмент власти. И этот инструмент имеет хозяина. Так кто же сегодня хозяин денег? В современной финансовой системе деньги создаются центральными банками стран. Хотя эти банки не всегда принадлежат странам. В Соединенных Штатах, например, центральным банком является Федеральная резервная система. Но знаете ли вы, что ФРС принадлежит частным банкирам? Но что еще интереснее, более 90% денег создаются в цифровой форме частным банковским сектором. Поэтому большая часть денег в мире частные. Они не принадлежат государству. Это частная собственность. На данный момент в частных руках триллионы долларов. В этом и есть корень проблемы. Деньги принадлежат небольшой группе людей, а не обществу. И как бы мы ни пытались их заработать, деньги всегда возвращаются к своим хозяевам. Но есть и хорошая новость. Экономика — это не точная наука. В экономике нет ни одного закона, закона гравитации, физики. В экономике нет аксиом и постулатов. Экономика — это просто договоренность между людьми. А это значит, что мы можем ее изменить. Мы привыкли мыслить в категории, что деньги чьи-то государственные, международные, частные. А в созидательном обществе деньги будут принадлежать обществу. Как мы говорили ранее, будет создан единый мировой банк, который будет принадлежать и контролироваться обществом. Функцией этого банка будет создание и перераспределение денег на общественные нужды. Также будет создана новая единица. С ее введением и другие валюты прекратят свое существование, а все сбережения и доходы будут на нее обменены. Частные банки больше не смогут создавать деньги. Да и самих частных банков больше не будет. Мы сами, всем обществом будем решать, сколько денег нам необходимо создать для обеспечения каждому человеку безусловного базового дохода, качественного жилья, для развития медицины и образования, для улучшения нашей жизни. Мы можем создать сколько угодно триллионов, и они все будут нашими. Они будут остаться и могут остаться на общем счете, если они нам не нужны. Ключевой момент, который очень важно понять. Деньги не будут поддаваться инфляции, потому что в экономике созидательного общества цены во всем мире зафиксированы, и повышать их нельзя. Цены больше не будут зависеть от количества денег в обороте, и ценность денег будет сохраняться.
И мы должны понимать, что оставить деньги — это временная необходимость на этапе переходного периода к созидательному обществу. Особенно важно понять, что созидательная экономика — это гармоничная, глобальная экономическая модель. Экономические принципы, которые только что мы обсудили, могут работать только в совокупности во всем мире. Только один или некоторые из новых экономических принципов не будут работать независимо друг от друга. В этот переходный период мы сможем перестроить нашу экономику, разработать и сделать доступными для всех новые технологии в области энергетики, науки, здравоохранения, экологии, продукты питания и других товаров. Это позволит нам перейти к следующему этапу экономики созидательного общества. Это совершенно другой мир новый, неограниченный, доступный каждому и бесплатной энергии. Это мир новых технологий, производства товаров и продуктов питания посредством управления элементарными частицами. В этом мире нам больше не понадобятся деньги. В созидательном обществе каждый из нас будет богат, уверен в завтрашнем дне и свободен жить так, как хочет. Спасибо, Кристиан. Честно сказать, я в полном восторге от экономической модели. При такой реорганизации у нас будет много свободного времени, у нас будет время на семью, на хобби, на дела, которым мы могли бы посвятить себя с радостью и отдачей. Жизнь без страха бедности и социального упадка. У предпринимателей также будет больше безопасности, социального признания и возможностей для развития в созидательном обществе. К сожалению, в сегодняшней экономической системе у нас нет таких перспектив. Другой аспект, который все больше дестабилизирует нашу экономику, это прогрессирующие изменения климата. Согласно докладу о глобальных рисках 2022 года, экстремальные погодные явления и загрязнения окружающей среды являются основными угрозами для мировой экономики. Однако изменение климата — это не только финансовая угроза для нашей экономики, но и экзистенциальная угроза для человечества в целом. И именно об этом мы поговорим в следующем тематическом блоке. Мы представим вам научные данные, которые изменят ваше представление о нарастающей климатической угрозе. К сожалению, настоящие причины климатических катастроф в СМИ подвергаются цензуре. Поэтому мы надеемся, что представленные факты, которые являются научно обоснованными и могут быть проверены вами, дойдут до максимального количества людей. Уважаемые зрители, сегодня не проходит и дня без сообщений о климатических катастрофах, в результате которых страдают и гибнут люди. Будь то страшные землетрясения в Сирии, Турции, тропический шторм в Новой Зеландии, наводнения в Австралии. Повсюду нарастают аномальные явления с катастрофическими последствиями для людей и природы. Все с более короткими интервалами климат устанавливает новые вековые рекорды. Мы в Германии наблюдаем за этими событиями издалека. И думаю, что нас это касается в меньшей степени, потому что мы не подвержены извержениям вулканов, цунами или сильным землетрясениям. В больших заголовках международных новостей можно увидеть только крупные события, а то, что происходит у нас за окном, кажется незначительным и не таким существенным. Так ли это? Щадит. Волонтеры проекта «Созидательное общество» уже проводят климатический мониторинг по всему миру, используя общедоступные источники информации, метеорологические службы стран,
СМИ, цифровые платформы мониторинга и, прежде всего, общение с очевидцами стихийных бедствий. Собранная информация проверяется и анализируется. Это позволяет создать целостную картину происходящего на нашей планете. В следующем видеообзоре представлены события последних лет в Германии, детально рассмотренные и собранные воедино нашей международной командой. Изменение климата — это реальность, и его последствия ощущаются во всем мире. Будь то засуха, наводнения или ураганы, каждый год мы слышим о новых катаклизмах века. Один рекорд сменяет другой. Но какова ситуация в Германии? Наша страна расположена в умеренном климатическом поясе, а это значит, что экстремальные погодные явления должны быть скорее исключением, чем правилом. Однако последние 3 года показали иную картину. В Германии также растет число серьезных природных катаклизмов, которые приводят к огромному экономическому и человеческим жертвам. В 2022 год в метеорологическом плане во всем мире многие рекорды. В Европе среднегодовое количество штормов с 2000 года по сегодняшний день увеличилось почти 17 раз. Штормы не обошли стороной и Германию. Такой каскад разрушительных штормов наблюдался в стране впервые. В феврале 2022 года произошло 4 шторма. Скорость ветра достигала 162 км в час. Это привело к многочисленным авариям и значительным повреждениям большого количества линий электропередач и зданий. К сожалению, 6 человек погибли. Экономический ущерб был огромен. Всего за 4 дня ураганы Иления, Зейнеп и Антония нанесли страховой ущерб в размере 1,6 миллиарда евро. Это соответствует примерно половине общего среднегодового ущерба от шторма. 20 мая 2022 года было зарегистрировано в общей сложности не менее 8 торнадо. Такое большое их количество называют вспышкой торнадо. 3 из них обрушились на города Липштадт, Падерборн, в Северной Рейн-Вестфалии и Хольцминден в Нижней Саксонии. Каждый из них категории F2. Скорость ветра достигала 250 км в час. Анализ спутниковых снимков показал, что торнадо в Липштадте оставил полосу разрушений шириной до 950 метров и общей длиной 13,4 километра. По данным страховой компании, ущерб составил около 50 миллионов евро. В Падерборне 43 человека получили травмы, 13 пострадавших получили серьезные травмы. Торнадо оставил за собой след разрушений шириной до 400 метров и длиной 23,5 километра. Штормом были повреждены более 100 зданий, повалены около 1000 деревьев. Город Падерборн оценивает ущерб почти в 150 миллионов евро. Типичный сезон для торнадо в Германии. Но 17 ноября 2022 года на северную часть федеральной земли Саар обрушился необычно сильный для этого времени года торнадо. 2022 год стал сезоном торнадо с самым высоким ущербом за всю историю наблюдений. Лето 2022 года было самым жарким летом в Европе, по меньшей мере, за последние 500 лет. Необычно, что самая высокая дневная температура в Германии была зафиксирована на севере страны. 20 июля в Гамбурге на Эвидентале был зафиксирован новый температура плюс 40,1 градуса Цельсия. 19 июня 2022 года на Цугшпице было зафиксировано самое раннее таяние снега за последние 62 года. Высота снежного покрова составила всего 84 сантиметра. Годом ранее она составляла в этот период 4 метра. Этой зимой были установлены
новые температурные рекорды. Местные метеорологические станции зарегистрировали в Германии почти 950 температурных рекордов в период с 31 декабря по 2 января. В Вельмбахе, в округе Вайльхам-Шунгау, в Верхней термометр в новогоднюю ночь показывал летние плюс 20,8 градуса Цельсия. Несмотря на приятную погоду, это пугающая тенденция. В целом волны аномальной жары становятся более интенсивными, продолжительными, возникают чаще и раньше, чем обычно. Как видно из статистики, в 2022 году эти тенденции многократно усилились. Экстремальная жара повлияла и на самочувствие людей. Ее негативное влияние на сердечно-сосудистую систему представляет прямую угрозу жизни. Жара и отсутствие дождя привели к самой сильной засухе в Европе за последние 500 лет. Пострадало не менее 64% территории ЕС. Это оказало сильное влияние на водоснабжение и сельскохозяйственный сектор. В Германии засуха в основном повлияла на количество урожая зерна, которое было значительно ниже средних многолетних показателей. Сельскохозяйственная ассоциация ожидает еще более сложные климатические условия в будущем. Лес также сильно страдает от ярко выраженных периодов засухи и жары из-за значительной нехватки влаги, которую не могли компенсировать даже короткие дожди. Владельцы лесов с 2019 года понесли ущерб в размере 12,5 миллиардов евро. С 2018 года погибло около 400 тысяч гектаров леса в результате повышения температуры и засухи. Это соответствует площади более полумиллиона футбольных полей. В 1,5 раза больше площади федеральной земли Саар. Ситуация с водоемами в Германии также резко ухудшилась в результате засухи. Крупные реки и водохранилища катастрофически мелеют. Уровень воды в Рейне, одной из важнейших торговых артерий Германии, упал до рекордно низкого уровня. Обмеление Рейна вызвало целую цепь проблем. Судоходство практически остановилось. Цепочки поставок были прерваны, вследствие чего транспортные расходы выросли в 5 раз. Низкий уровень воды в реках также повлиял на поставщиков энергии, поскольку, с одной стороны, транспортировка была сильно ограничена, а с другой стороны, мощность электростанции пришлось снизить, чтобы не подвергать опасности экосистемы рек из-за сброса теплой воды захладителя. О выраженном воздействии засухи на реки Европы говорят вновь появившиеся на реках Рейн, Везер и Эльба так называемые голодные камни. Их появление обусловлено чрезвычайно низким уровнем воды. Это зловещие знаки, предупреждающие о годах засухи и голода. В Германии, которая была известна своим богатым запасом воды, новости о ее нехватке уже давно не являются редкостью. Чем свидетельствует, в частности, напряженная ситуация с водой в восточной части страны. 2022 год стал рекордным годом лесных пожаров в Европе. Сильные лесные пожары вспыхивали в разных странах Европы, в том числе в Португалии, Франции, Италии, Германии, Чехии и Испании. На 15 октября 2022 года их площадь составила 772,5 тысячи гектаров. Это в 3 раза превышает площадь Люксембурга. Информационная система ЕС Коперникус по лесным пожарам в прошедшем году зарегистрировала 32 крупных лесных пожара. В общей сложности пострадало 4300 гектаров, что соответствует площади, превышающей площадь 6000 футбольных полей. Исследования показывают, что за последние 100 лет ни разу не было такого большого количества лесных пожаров, как в 2022 году. Согласно расчетам рабочей группы немецких ассоциаций лесовладельцев, в 2022 году ущерб также достиг рекордного уровня и составил приблизительно от 30 до 40 миллионов евро. Общий ущерб, нанесенный здоровью, природе и экономике, значительно превышает 600 миллионов евро. Периоды экстремальной жары способствуют образованию аномальных осадков и града. Долгожданное охлаждение часто приводит к другой крайности. В 2022 году был установлен новый годовой рекорд.
8000 случаев крупного града диаметром 2 сантиметров и 1300 сообщений об очень крупном граде диаметром более 5 сантиметров, что превзошло предыдущий рекорд 2021 года. В Европе в результате града 215 человек получили травмы. В Германии градом было уничтожено более 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, в результате чего был нанесен ущерб в размере около 50 миллионов евро. Страховые компании Германии сообщили об убытках в размере 4,3 миллиардов евро из-за штормов, града и проливных дождей в 2022 году. В то время как 2022 год был отмечен засухой, 2021 год характеризовался экстремальными осадками и катастрофическими наводнениями. 14 и 15 июля 2021 года проливные дожди в Германии привели к наводнениям, опустошившим целые регионы. По данным немецкой метеорологической службы, за 2 дня в Рейнланде, Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии выпало до 150 миллиметров осадков. Уровень реки Ар достиг исторического рекорда более 5 метров. Конечно, мы всегда следили за уровнем реки и видели, как резко она поднимается, вода. Но мы никогда не могли представить, что она может дойти до сюда. В сообщении говорилось, Ар поднимается на 50 сантиметров каждые 5 минут. Я думаю, прошло 10 минут, и вода уже была там. И мы оказались в ловушке, сзади и спереди. Это одно из самых сильных стихийных бедствий в Германии, унесшее более 180 жизней. 766 человек получили травмы. Ущерб относителен. Один материальный, другой причиненный здоровью. Потому что мне пришлось ночью освобождаться из застрявшей машины. Для многих или для всех это наводнение было совершенно невообразимым. Это было наводнение, похожее на цунами. Здесь машины плыли по улицам. Здесь 3 трупа также плыли по улицам. Это было днем в 4 или 5 часов. Это означает, что с того момента, вероятно, мало что можно было сделать в Абераре. Это было в 600 метрах от меня. И это можно было предотвратить. Не нужно говорить о предварительном предупреждении. Просто слишком мало что было сделано. Я всегда выглядывала наружу, я не спала всю ночь. Мы смотрели, как поднимается вода, и я всегда думала, боже, должна же проплыть какая-то лодка. Ночью мы пытались дозвониться до полиции и пожарных. Они только говорили, мы не можем помочь. На 2021 год немецкая ассоциация страхователей оценила застрахованный ущерб от стихийных бедствий в Германии в 12,6 миллиардов евро. Больше, чем когда-либо с начала ведения статистики, с 1970-х годов. И по сей день, спустя более 1,5 лет после наводнения в июле 2021 года в долине реки Ар, которая описывается как самое разрушительное за последнее столетие, пострадавшие люди не могут вернуться в свои дома. Там, где мы живем в Германии, это трагедия. Мы помогаем всюду и везде. Помогаем всем. Хотим помогать всем. А для самих себя это абсолютный провал. Видеоролик наглядно показал нам, что изменение климата с его усиливающимися стихийными бедствиями уже сегодня затрагивает нашу страну, вызывая большие разрушения и финансовые потери. Однако этот материальный ущерб не сопоставим с потерей человеческих жизней. Наводнение вдалеке реки Ар глубоко потрясло нашу страну. Мы не привыкли видеть в Германии такие кадры, которые уже знакомы нам по репортажам из других стран. Мы хотели бы поблагодарить тех немногих людей, которые отважились поделиться с нами своими переживаниями. Ведь многим не верится, что люди боятся открыто говорить о своих трудностях. Мы узнали, что до сих пор не все люди получили финансовую помощь, и многие по сей день страдают от последствий наводнения. И это происходит в нашей стране.
Несмотря на то, что были обещаны миллиардные суммы помощи, только малая часть этих денег была выплачена. Хотя пострадавшие положительно и с благодарностью отзываются о поддержке и помощи, оказанной им простыми людьми, соседями, волонтерами, но этой помощи оказалось явно недостаточно, чтобы справиться с последствиями катастрофы. Эти события показывают нам, что такая высокотехнологическая страна, как Германия, явно не готова даже к локальным катастрофам, чтобы быстро предотвратить гибель людей и своевременно оказать необходимую помощь. В долине реки Ар система связи государственных служб полностью вышла из строя, в результате чего важные координационные задачи не могли быть выполнены. Вместо того, чтобы сделать правильные выводы и бескомпромиссно разобраться с допущенными ошибками, в федеральном бюджете на 2023 год были урезаны расходы Федерального ведомства по технической помощи. Проведение плановой проверки систем экстренного оповещения в Берлине в 2022 года также показало, что из опыта катастрофы в долине реки Ар необходимых выводов сделано не было. Из запланированных 400 сирен предупреждения было установлено только 20. Так насколько хорошо мы подготовлены к новым бедствиям, которые с большой вероятностью будут нарастать и усугубляться? Можем ли мы быть уверены, что нас заблаговременно предупредят? Можем ли мы рассчитывать на быструю и скоординированную помощь? Другой вопрос, который волнует нас уже долгое время, можем ли мы что-то противопоставить климатическим явлениям? Ведь существует широкий научный, политический и социальный консенсус в отношении того, что основная ответственность за изменение климата лежит на человеческой деятельности. Мы хотели бы углубиться в эту тему и выдвинуть аргументы, опровергающие этот консенсус. К сожалению, в рамках сегодняшней конференции мы не можем говорить об этом открыто. И позже вы узнаете, почему. Мы наблюдаем, что, несмотря на все наши усилия по борьбе с изменениями климата, количество и тяжесть стихийных бедствий во всем мире увеличиваются. Об этом мы хотели бы подробно поговорить с участником проекта «Созидательное общество» доктором Джоном Анном. Добрый день, Джон. Джон присоединился к нам в прямом эфире из США. Джон является обладателем степени кандидата наук в области химических технологий в Техническом университете Мюнхена, степени магистра в Калифорнийском университете в Беркли, а также степени MBA Высшей школы бизнеса INSEAD. Джон также является членом научного сообщества, созданного на платформе проекта «Созидательное общество» creativesociety.com. Члены научного сообщества, как и мы, являются волонтерами проекта «Созидательное общество» из более чем 180 стран мира. Джон, ты мог бы рассказать нашим зрителям подробнее об особой задаче этого сообщества? Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение. Для меня большая честь был здесь. Основным направлением нашего сообщества является изучением истинных причин изменения климата. Наша платформа объединяет не только ученых, но и экспертов и независимых исследователей, чтобы предоставить общественности правдивую информацию о процессах, происходящих на нашей планете. Что делает это сообщество особенным, так это на самом деле подход. В настоящее время ученые изучают климат только под одним углом зрения. Например, вулканологи редко общаются с гляциологами. Климатологи, как правило, не работают совместно с геологами. Хотя они являются экспертами в своей области, ученые, как правило, не разбираются в смежных дисциплинах. На самом деле, у них нет задачи видеть всю картину целиком. В наших исследованиях мы используем междисциплинарный подход, и благодаря этому мы можем видеть полную картину того, что происходит на нашей планете. Джон, как уже было сказано ранее, мы наблюдаем, что количество стихийных бедствий на Земле продолжает нарастать. Какие процессы являются причиной такого развития событий? В начале нашей дискуссии я хотел бы остановиться на некоторых аномалиях, наблюдаемых на нашей планете, о которых, я уверен, вы слышали. Первое — это таяние ледников в Антарктиде. Многие считают, что антарктические ледники тают равномерно по всему континенту. Это неверно. Ледниковая масса в Западной Антарктиде тает довольно быстро, начиная с 1995 года. Она представлена на графике бирюзовым цветом.
А с другой стороны, масса льда в Восточной Антарктиде практически не изменилась за последние 30 лет. Она отображена на графике кривой желтого цвета. Как такое возможно? Геологам хорошо известно, что Западная Антарктида относительно молодой континент с тонкой корой, как показано слева желтым и красным цветами, в то время как восточная часть представляет собой толстую массивную плиту, показанную синим и фиолетовыми цветами. Кроме того, вулканологи знали, что Антарктида является активным вулканическим регионом с примерно 140 вулканами подо льдом, большая часть которых, как видно справа, расположена в западной части Антарктиды. Почему это важно? Потому что, согласно многочисленным исследованиям, магма поднимается. Когда магма поднимается, она активирует вулканы, которые расположены под тающими ледниками на западе. Более того, этот тепловой поток снизу окажет наибольшее воздействие там, где кора наиболее тонкая, а это Западная Антарктида. Другими словами, ледники тают снизу вверх. Одним из доказательств, указывающих на подъем магмы или приток тепла снизу, является изменение температуры моря Уэдла, расположенного у побережья Западной Антарктиды. Вода на дне моря нагревается почти в 5 раз быстрее, чем в верхней части. Это происходит потому, что большая часть тепла поступает со дна, а не от Солнца. Еще одним свидетельством, указывающим на подъем магмы, является рост сейсмической активности. Количество землетрясений, как показано на графике слева, и магнитуда, общая высвобожденная энергия, как показано на графике справа, увеличивается с 1995 года. Рост сейсмической активности также хорошо коррелирует с ростом глобальной температуры. Давайте внимательно посмотрим на расположение землетрясений до и после 1995 года. Как вы можете видеть на этом экране, землетрясения стали возникать в тех регионах, где их раньше никогда не было. Кроме того, землетрясения стали происходить сериями и синхронизироваться по всему миру. Примером этому служит то, что произошло в Турции и Сирии в прошлом месяце. Сначала 6 февраля произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5, за которыми последовала серия каскадов землетрясений по всему миру. Всего 2 недели спустя в том же регионе вновь произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. Этот сценарий развивается в соответствии с нашей математической моделью, которая была представлена на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» в ноябре прошлого года. И, к сожалению, в ближайшие годы мы станем свидетелями еще многих землетрясений. Наконец, следует отметить, что международные сейсмические агентства понижают магнитуды, а с 2015 года скрывают рост числа землетрясений и таким образом вводят общественность в заблуждение. Поэтому многие люди не знают о росте сейсмической активности по всему миру. Эта тема также обсуждалась на форуме. Землетрясения в Турции и Сирии потрясли весь мир. Волонтеры проекта «Созидательное общество» сейчас готовят репортаж с участием многочисленных очевидцев, чтобы показать, что переживают люди и как сильно это касается всех нас. Он будет представлен на предстоящем форуме «Глобальный кризис. Выход есть», который состоится 22 апреля 2023 года. Помимо нарастающих климатических вызовов на форуме будут обсуждаться и такие темы, как грядущий крах мировой экономики, угроза от развития искусственного интеллекта и нарастающий энергетический кризис. Этот форум — важная встреча для нас, людей со всего мира, чтобы вместе выяснить, какие решения доступны нам, как объединенному человечеству, чтобы противостоять вызовам будущего. Давайте вернемся к вопросу о том, почему такие события будут происходить все чаще. Джон, ты отметил, что землетрясения становятся все более частыми и сильными из-за подъема магмы. Но в чем причина этого? Давайте вернемся в 1995 год, когда внутри нашей планеты начался ряд изменений. Как видно на слайде, с 1995 года магнитный Северный полюс начал дрейфовать быстрее, примерно в 4 раза больше нормы. Кроме того,
К 2015 году магнитное поле ослабло на 15% от нормы и с тех пор продолжает ослабевать. Как следствие этого, в настоящее время мы наблюдаем, что северное сияние становится интенсивнее и перемещаются в более южные широты. Кроме того, в последнее время необычные явления в атмосфере наблюдались в разных частях света, в том числе и в Германии. А с 1995 года ось вращения планеты резко сместилась, как показано слева. И более того, скорость вращения Земли, которая обычно проходит через циклы ускорения и замедления, в последние циклы стала ускоряться гораздо быстрее, как показано справа более крутыми желтыми линиями. Так, что же могло быть причиной изменения магнитного поля, оси и скорости вращения? Это ядро нашей планеты. То, что синхронизирует и стабилизирует все процессы на Земле и было стабильным в течение долгого времени. Но примерно в 1995 году ядро резко сместилось на север, в сторону Сибири, и теперь оно нестабильно. Почему это так важно? Вы помните, что акцент делался на подъеме магмы? Дестабилизация, дисбаланс ядра ускоряет вращение. Вот представьте себе колеблющуюся сферу, увеличивает центробежную силу и заставляет магму двигаться дальше от центра к поверхности. Поднимаясь, магма оказывает больше давления на земную кору, вызывая сейсмическую активность и открывая новые зоны разломов. Это позволяет воде уходить с поверхности вглубь Земли, что приводит к высыханию озер и рек, даже при увеличении количества осадков и наводнений. Кроме того, подъем магмы приводит к росту вулканической активности и нагреву ледников и океанов снизу вверх. Итак, процессы, которые мы наблюдаем, зарегистрированные с 1995 года, связаны с изменениями в ядре. Что вызвало эти процессы? Является ли это уникальным явлением? Это связано с цикличностью. Каждые 12 тысяч лет наша планета проходит через серьезные климатические изменения. На ней происходит больше природных катастроф, подобных тем, которые наблюдаются в последнее время. Например, геомагнитное отклонение, экскурсии происходили примерно каждые 12 тысяч лет. Согласно геологическим данным, магнитное поле ослабевало в эти периоды так же, как и сейчас. Кроме того, анализ ледяных кернов показывает, что вулканическая активность возрастала каждые 12 тысяч лет. Это показано на рисунке слева. Обратите внимание на периодичность больших красных кругов, отражающих размер извержений. Вы можете видеть, что извержения вулканов становятся особенно катастрофичными каждые 24 тысячи лет, и мы сейчас подходим к концу такого цикла. Что это значит для нас? Нас ожидают крупные климатические катастрофы. То, что мы видели до сих пор, это только начало, и многое еще впереди. Согласно нашей математической модели, уже в 2028 году, всего через 5 лет, будут происходить около 700 разрушительных землетрясений в день. Скоро жизнь станет невыносимой. Кроме того, по оценкам экономистов из разных стран, мировой ВВП уже в 2030 году не сможет покрыть все убытки от стихийных бедствий. Наша планета, хотя и с большими потерями пережила предыдущие циклы, но не в этот раз, потому что мы, люди, разрушили экологию нашей планеты и убили ее иммунитет, систему самозащиты. Более подробно эта тема была озвучена на форуме в ноябре прошлого года. Посмотрите его, и вы поймете, что нам срочно нужно действовать. Эта информация дает нам совершенно новый взгляд на изменение климата, в отличие от того, что мы сегодня под этим понимаем и как мы пытаемся решить эту проблему. Но что ты скажешь, есть ли выход из этой ситуации? Что мы можем противопоставить усиливающемуся изменению климата? Прежде всего, нам необходимо определить истинную причину проблемы. В связи с этим важно отметить, что подобные изменения наблюдаются и на других планетах Солнечной системы.
На Уране, Юпитере и Венере, как и на Земле, например, повышается температура, скорость ветра, сила штормов и вулканическая активность. На Марсе наблюдает таяние верхушек ледников, обнаруживает подледные озера и регистрирует сильные марсотрясения, вызванные активацией магмы в марсианской мантии. Поскольку подобные аномалии наблюдаются на других планетах, это указывает на то, что существует некий внешний фактор, некая энергия, назовем ее внешним космическим излучением, которое проникает в нашу Солнечную систему, заряжает энергией недра наших планет и приводит к изменениям климата. Чтобы противостоять этому виду энергии, мы должны, первое, изучить природу этого космического излучения, и второе, найти источник энергии, эквивалентный или превосходящий это внешнее энергетическое воздействие, и научиться его использовать. Только тогда мы сможем остановить катастрофические последствия для нашей планеты. Хотя этот вид энергии еще не изучен современной наукой, во многих закрытых лабораториях уже ведутся исследования в этом направлении. К сожалению, не для стабилизации ядра нашей планеты, а для военных целей. Ученые, работающие в этой области, обладают необходимыми навыками, опытом и пониманием, о которых всемирно известные нобелевские лауреаты и грантоеды даже не слышали. Но эти настоящие ученые не смогут работать для нашего выживания, потому что ни одна страна им этого не позволит, пока в мире существует потребительский формат вечной гонки за доминированием, влиянием и властью. Потому что каждое государство в гонке за господством будет до последнего скрывать свои настоящие лучшие умы. Таким образом, реальная суть климатической проблемы заключается в том, что ученые не могут объединиться в нынешнем формате общества. Поэтому, если мы действительно хотим выжить, мы должны изменить формат общества, саму модель нашей социальной организации. Нам нужен такой формат общества, в котором не будет условий для развязывания войн, и где единицы не смогут управлять миллиардами. И не важно, как эта модель называется. Важно то, какие условия она создаст в обществе. Условия, где жизнь человека будет иметь наивысшую ценность. Мы называем этот формат созидательным обществом. Созидательное общество создаст в мире такие условия, когда мы наконец-то покончим с конкуренцией за прибыль и власть, а главное, сможем собрать вместе, объединить настоящих гениальных ученых. Только так человечество сможет найти способы противостоять этому космическому излучению, остановить дестабилизацию ядра и предотвратить нарастание климатических катастроф. В созидательном обществе человечество получит шанс выжить. И более того, мы получим шанс построить единую цивилизацию, которой мы и должны быть, чтобы человечество больше никогда не столкнулось с подобными угрозами. Созидательное общество — это наш реальный шанс на жизнь. Большое спасибо, Джон, за этот ценный доклад. То, что у нас сегодня есть возможность ознакомиться с результатами исследований международного научного сообщества, имеет для нас решающее значение. Потому что честные и добросовестные ученые сегодня находятся в ловушке формата, ориентированного на прибыль, и не осмеливаются проинформировать мировую общественность о реальных опасностях и грядущих событиях из-за страха потерять свою должность, страха публичной клеветы, или из-за того, что они подвергаются цензуре. В сегодняшней конференции мы были вынуждены обойти некоторые темы, поскольку вот уже несколько недель массово удаляются каналы Всемирной инициативы «Созидательное общество» в разных странах. Необоснованно и без предупреждения удаляются в первую очередь видео и каналы, рассказывающие о реальных причинах изменения климата. Почему? Потому что люди смогли бы задать логичные вопросы. Почему мы десятилетиями платим за меры, которые не останавливают изменение климата и не помогают жертвам климатических катастроф? Медиагиганты не только покушаются на свободу слова, но и подвергают опасности всех нас и самих себя. Из-за ложных теорий мы теряем драгоценное время и ресурсы,
Но именно в них мы так остро нуждаемся прямо сейчас, чтобы мобилизовать наши силы как объединенного мирового сообщества перед лицом настоящих катаклизмов, нарастающих катаклизмов. Каждый день потерянного времени означает потерю человеческих жизней. Сегодня, например, в Германии мы увидели лишь малую часть того, что приходится на собственном опыте переживать людям во всем мире. Ни одна страна, независимо от ее экономического положения, сегодня не в состоянии защититься от происходящих стихийных бедствий. И эти события нарастают с увеличивающейся прогрессией. Необходимо объединение всех людей в мире, чтобы мы вовремя достигли необходимого научно-технического уровня и смогли противоставить космическому излучению соответствующее по силе противодействия. Политическим представителям объединить ученых в нынешнем формате общества из-за геополитических конфликтов, разъединяющих людей. Какую реакцию вызовет эта шокирующая информация о населении без конкретных решений, которые невозможно найти в нашем потребительском формате общества? Конечно, это вызвало бы лишь панику. Благодаря волонтерам проекта «Созидательное общество» люди по всему миру начинают говорить об этих важных проблемах и о способах их решений. 22 апреля 2023 года состоится Всемирный форум «Глобальный кризис. Выход есть». Климатологи, независимые исследователи и волонтеры представят результаты многолетних междисциплинарных исследований. До сих пор ни один новостной портал не осмелился опубликовать эти факты. Организацию форума взяли на себя сами люди по собственной инициативе, поскольку речь идет о нашем общем будущем. Этот форум будет одновременно переведен на более чем 150 языков, что побьет все предыдущие рекорды. Давайте вместе с вами посмотрим трейлер к этому грандиозному событию. Мы говорим правду, которую скрывают от людей. Мы — это независимые исследователи-волонтеры из 180 стран. Мы осуществляем междисциплинарные исследования, которые не под силу выполнить ни одному другому институту или организации в мире. Глобальный кризис — это до основания. К сожалению, большинство людей на сегодняшний день не подозревают о надвигающейся угрозе. 12 ноября 2022 года состоялся международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», на котором был озвучен шокирующий климатический прогноз. С помощью нашей математической модели теперь известна точная дата гибели нашей планеты и природные катастрофы, которые станут причиной. Климатический доклад — это результат 26 лет напряженного труда огромного количества волонтеров, ученых, специалистов и независимых исследователей. Климатический сервер с каждым днем набирает силу. Очевидно, что если мы не предпримем никаких действий, все человечество обречено. 22 апреля 2023 года на следующем международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Выход есть» ты узнаешь, какие события произойдут на нашей планете до 2036 года и почему гибель планеты — это не самое страшное, с чем предстоит столкнуться человечеству. Для того, чтобы изменить ход событий, остались считанные годы. У нас еще есть шанс, но чтобы воспользоваться, о нем должны знать все люди. Сегодня будущее зависит от выбора каждого человека. Этот выбор прост. Сохраним мы жизнь на Земле или нет. Чтобы не допустить фатального развития ситуации и узнать, что ты можешь сделать, чтобы спасти человечество, подключайся к международному онлайн-форуму «Глобальный кризис. Выход есть». 22 апреля 2023 года в 15:00 по Гринвичу. Присоединяйся.
Расскажи об этом форуме на всех платформах, во всех соцсетях. Об этом форуме должен узнать каждый. Сайт международного проекта «Созидательное общество» Creative Society. Уважаемые зрители, к сожалению, это не кадры, а трагическая реальность сегодняшней климатической ситуации. Отрицание этого может стоить нам жизни. Это не нагнетание паники, это наш призыв к вам, потому что многие еще спят в то время, когда наш дом горит. Только когда мы поймем всю серьезность этой ситуации, мы увидим, что нет времени для разногласий, и мы должны действовать сплоченно, как единое сообщество. Я надеюсь, что мы смогли донести до вас эту жизненно важную информацию. А теперь мы хотели бы перейти к следующему разделу нашей конференции, где будет представлен выход. Но он будет возможен только в созидательном обществе, где будет объединен научный и технический потенциал, независимо от геополитических интересов, чтобы противостоять климатическим процессам. О том, как мы сможем в кратчайшие сроки построить созидательное общество и тем самым найти выход из всех кризисов, мы подробно расскажем вам в нашем следующем тематическом блоке. Дорогие зрители, давайте все вместе попробуем заглянуть в наше с вами будущее. Сегодня мы слышали о множестве проблем и абсурдностей, которые затрагивают и даже представляют угрозу для всех нас. Но какими бы разными ни казались эти кризисы, все не упираются в одно — в тупик нашего нынешнего потребительского формата общества. Все решения, к которым мы стремимся, могут привести к отдельным улучшениям. Но, к сожалению, мы не решаем проблемы в корне. И это несмотря на то, что у нас есть возможности и технологии, которые могли бы помочь нам уже сегодня. Наша односторонняя нацеленность на еще большую прибыль и доходность блокирует выход из кризисов. Она не позволяет нам дышать, а тот, кто стоит на месте, проигрывает. Вот что такое нынешнее потребительское общество. Но что заставило нас построить такое общество? Кто решил, что это материальное стремление диктует всю нашу жизнь? Было ли это решение людей? Действительно ли мы хотим жить так? Мы опросили людей, мы хотели узнать, чего люди действительно хотят в жизни, каким они видят общество, в котором хотели бы жить. Давайте посмотрим следующее видео. Я хотел бы жить в таком обществе, где я могу сказать, что у моих взрослых детей и внуков есть счастливое будущее, насколько это возможно, без войн, насколько это возможно, без взаимных угроз. Я бы хотел, чтобы ни у кого не было финансовых проблем ни в молодости, ни в старости, чтобы каждый был социально защищен и мог реализоваться, что было бы идеально, но не за счет других и не за счет природы. Это просто базовая гарантия. Этого достаточно еды, достаточно средств для жизни, и что природа не уничтожается, чтобы больше не было ни стихийных бедствий, ни войн, ни катастроф. На мой взгляд, всего этого можно избежать. С демократическими принципами и уважением к человеческой жизни, чтобы Конституция и законы были действительно равны для всех, как это закреплено в основном законе. Да, я хотел бы мир, где есть что-то вроде базового дохода, где все получают равное количество денег, чтобы иметь одинаковые возможности. Чтобы каждый
вносил свой вклад в соответствии со своими способностями, талантами, интересами, чтобы это снова было главным. Да, финансовое равенство, особенно в пожилом возрасте. Многие отработали долгие годы и получают очень маленькую пенсию. На сегодняшний день их пенсия слишком низкая, чтобы хорошо жить в старости. Любое образование должно быть бесплатным. Знания не должны стоить денег, и чтобы была возможность повышать свою квалификацию. Чтобы дети росли в обществе, где они могут свободно думать, свободно говорить, где они могут просто доверять своему восприятию. Жадность заработать еще больше, хотя на самом деле у тебя уже достаточно, больше не будет иметь места, чтобы была возможность жить в непринужденном и открытом диалоге с людьми. На самом деле это финансовая независимость. Конечно, другое дело, когда ты можешь себе это позволить. Я могу поехать туда, куда хочу. Например, сейчас я могу решить поехать в отпуск или сказать: нет, сегодня я хочу побыть дома или провести время с детьми, делать то, что мне хочется, прогуляться с моими собаками и не думать постоянно о завтрашнем дне. Я хочу жить в обществе людей, которые живут вместе, а не просто рядом друг с другом. Там действительно должны быть созданы условия, которые обеспечивают получение информации совершенно независимо, в свободном доступе. Действительно иметь любую информацию, которая нужна для принятия решений. Тогда это того стоит. Во всяком случае, для общества. Так как все люди были бы более мотивированы и понимали: да, теперь я могу что-то изменить. И я делаю это. И я сейчас делаю это, потому что это делает мир лучше. Мое желание — это чтобы был мир. Я хочу, чтобы все собрались за одним столом и перестали убивать и разрушать, независимо от того, на чьей стороне, независимо от того, в какой стране этого мира. Образование — это основная тема. Оно действительно должно быть доступно для всех, чтобы каждый желающий мог учиться в университете. Но, как видим, не всем это доступно. Чтобы каждый, скажем, имел чувство сплоченности и не думал только о себе, а имел целостное восприятие. Также необходимо найти способ совместного решения, как все будет развиваться дальше. Имеющихся ресурсов хватит на всех. Нужно только правильно их распределить. Я бы сказала, в любом случае там, где вас принимают, где вас любят, где вам не нужно бояться как-то выразить свое мнение. Да, там, где каждому действительно позволено иметь свое мнение. И его также принимают, и не нужно бояться, что его как-то осудит ближний. Если вы хотите найти решение, отличное от тех, что показывает вам общество, они всегда должны исходить снизу. Принятие решений сверху ни к чему не приведет. На первый план всегда выходят вещи, имеющие отношение к системе, то есть потребительство и так далее. Я полностью поддерживаю это. То есть вы бы поддержали построение созидательного, достойного человека общества? Конечно, безусловно. Да, к этому всегда нужно стремиться, к такому обществу. Да. Без промедления, конечно. Это та жизнь, которую мы все себе представляем. Чтобы мы могли жить вместе, чтобы мы могли жить счастливо вместе, чтобы нас никто не сдерживал, а мы могли просто раскрывать свой потенциал, как хотим. Я бы сразу присоединилась, конечно. Да, в любом случае, тотчас. Если есть возможность это осуществить, то я бы сказала, что мы должны действовать немедленно. Вы согласны с ответами? Разве вы не хотите жить в таком обществе? Именно эти вопросы задавались волонтерами миллионам людей в 180 странах в течение 10 лет в ходе самого масштабного социального опроса в мире. В каком обществе вы хотели бы жить? Суть ответов свидетельствует об общем универсальном понимании. Люди хотят жить в свободе, безопасности, без войн. Они хотят, чтобы их уважали и любили. В результате многолетних международных соцопросов и экспертных дискуссий разработана модель созидательного общества, которая таким образом соответствует желаниям. Однако более важным, чем название, является суть. Фундамент созидательного общества составляют 8 основ, которые охватывают все сферы жизни общества. Давайте подробнее рассмотрим эти принципы. В созидательном обществе
Человек является основополагающей единицей общества. Человечество — это одна большая семья. На этом базируется 8 основ созидательного общества. Первая основа — жизнь человека является одновременно и самой важной. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества — обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Если ценен один человек, значит ценны все люди. Что все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Третья основа — безопасность человека. Гарантирует, что каждый человек будет бесплатно обеспечен всем необходимым для безопасной и комфортной жизни. Это включает в себя, помимо прочего, пищу, медицинское обслуживание, жилье и базовый доход. Технологии будут разрабатываться не для войн, а для людей. Общемировая служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями будет защищать каждого от угроз и катастроф. Прозрачность и открытость информации для всех людей. Как убедительно показали темы сегодняшней конференции, нам крайне необходима достоверная и правдивая информация. Это гарантирует четвертая основа. Больше нет секретностей. Каждому доступна информация о статусе выполнения решений общества и распределении государственных средств. Пятая основа — созидательная идеология. В обществе будет поощряться исключительно добро. Все, что выступает за человечность, за высшие моральные ценности и взаимное уважение. В то же время пропаганда насилия, разделения, агрессия и бесчеловечность будут запрещены. Шестая основа — развитие личности создаст условия и расширит возможности для самореализации, развития индивидуальных способностей и талантов. Образование одинаково доступно и бесплатно для всех. Чем бы вы занялись, если бы вы могли заняться тем, что ожидают от вас другие, или что вы делаете из-за финансового давления, а следовать своему призванию и интересам? Седьмая основа — справедливость и равенство гарантирует равное распределение всех природных ресурсов нашей Земли между всеми людьми. Ресурсы больше не могут быть монополизированы отдельными лицами. Каждый будет иметь право на частную собственность, а нажива и эксплуатация уйдут в прошлое. Восьмая основа — самоуправление общества возвращает право принятия решений самим людям. Понятие власти в созидательном обществе отсутствует. Мы будем голосовать в форме прямой демократии по всем важным решениям, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Разве эти принципы не отражают то, чего хочет каждый человек? Как он представляет себе жизнь в объединенном обществе? То, что мы понимаем под человеческим достоинством и социальной справедливостью. 8 основ — это не только декларация прав человека, но и гарантия улучшения качества жизни. Давайте теперь посмотрим, какое конкретное влияние окажет внедрение 8 основ на важные сферы нашей жизни. Рассмотрим сферу медицины. В потребительском формате даже здоровье человека — это всего лишь товар. Точнее говоря, болезни людей. Потому что деньги стоят на первом месте, медицина также руководствуется экономическими интересами. Мы уже слышали сегодня несколько примеров. Больницы закрываются по причине дороговизны, хотя потребность в них возрастает. Несмотря на большой спрос на лекарства, их не производят из-за высоких производственных затрат и низкой прибыли. Печальный пример наглядно показывает, что в настоящее время экономические интересы превалируют над заботой о здоровье людей. Благодаря 8 основам это будет невозможно.
потому что жизнь человека станет главной ценностью на законодательном уровне. Экономика и производство должны служить благу людей. Более того, уже при развитии всех технологий и в медицинском обслуживании в приоритете будет благополучие всех людей, а не прибыль. Это сейчас. Также не будет различий в медицинском обслуживании. Основ гарантирует, что жизнь всех людей одинаково ценна. Это означает, что все люди будут иметь свободный доступ к бесплатной медицине, отвечающей самым высоким стандартам. Или давайте рассмотрим сферу труда. Благодаря робототехнике и искусственному интеллекту уже теперь стало возможным автоматизировать большинство сфер деятельности. Это означает, что роботы могут выполнять за нас тяжелую, опасную, вредную для здоровья работу, чтобы у каждого было больше свободного времени. Однако в нынешнем обществе потребления это стало бы разорением для большинства семей, поскольку мы финансово зависим от наших трудом заработанных денег. В результате массовой безработицы людям пришлось бы резко сократить свое потребление, что привело бы к значительным экономическим потерям и к последующему краху экономики. Однако, как мы уже слышали, третья основа гарантирует нам безусловный базовый доход, который эквивалентен 10 тысячам долларов США. Это означает, что мы больше не будем финансово зависимы от нашей работы. Появятся новые профессии и возможности для развития. Поскольку в созидательном обществе бесплатное и качественное образование будет доступно каждому, каждый сможет исследовать своим талантам и интересам, научиться тому, что ему нравится, и что поможет ему реализовать себя. Квалификация будет одинаково признаваться во всем мире. За равный труд люди везде будут получать одинаково высокую заработную плату, в дополнение к безусловному базовому доходу, который будет выплачиваться каждому человеку. Это решит также проблему нехватки квалифицированных работников и трудовой миграции. Более того, до сих пор технологии автоматизации, которые на самом деле должны приносить пользу всем людям, служат исключительно экономическим интересам отдельных компаний. Они просто патентуются. Благодаря законодательному внедрению 8 основ созидательного общества, все технологии и научные достижения будут принадлежать исключительно самому обществу и приносить пользу всем людям. Это означает, что все блага будут одинаково доступны всем людям. Конечно, теперь может возникнуть вопрос, кто будет за это все платить. Давайте вспомним, что мы слышали сегодня об экономической модели на этапе перехода к созидательному обществу. Мы, люди, сами будем управлять и контролировать финансовую систему. Это означает, что мы сможем регулировать денежную массу так, чтобы каждый был обеспечен всем необходимым и даже сверх того. Благодаря тому, что экономический процесс будет планироваться, он забудет столько денежных ресурсов, сколько нам необходимо. При этом инфляции не будет, потому что цены будут зафиксированы на уровне законодательства и могут только снижаться. Цены на идентичные товары будут одинаковы во всем мире. Это будет возможно благодаря правильной, эффективной логистике. В нынешнем формате потребительского общества большинство научных достижений, к сожалению, используется в военных целях или для увеличения прибыли. В формате созидательного общества, где все люди объединены общей целью, все светлые умы и все ресурсы, которыми мы располагаем как человечество, будут работать вместе для всех людей, а не для максимизации прибыли единиц, как это происходит сейчас. Все научные организации, которые сейчас разделены и работают друг против друга, разрабатывают направленные на уничтожение людей, смогут объединить научный и технологический потенциал в созидательном обществе и использовать его на благо всего человечества. Только представьте,
Какой потенциал это откроет во всех областях исследований и развития технологий, которые уже существуют сейчас, но доступны широким массам. Мы сможем решить все климатические проблемы и обеспечить каждого человека всем необходимым для здоровой, комфортной и счастливой жизни за очень короткое время. Сейчас как будет выглядеть наша жизнь в мире, в котором на законодательном уровне будут приняты 8 основ созидательного общества, и таким образом экономика, все технологии и просто все будет направлено исключительно на улучшение жизни каждого человека. Безопасность. В созидательном обществе наивысшая ценность — это жизнь человека. Это общество будет безопасным для тебя и твоих родных. Новейшие технологии, которые помогут службам безопасности работать на опережение. Мы наконец-то обретем чувство безопасности. Такие понятия, как преступность, пропажа людей, криминал, расстрел детей и взрослых больше не будут существовать ни в одной стране мира. Больше ты не будешь бояться отпускать ребенка в школу или на улицу. Ты не будешь бояться возвращаться домой, идти на пробежку, ходить на концерты. В созидательном обществе ни одно преступление и правонарушение не останется безнаказанным. В созидательном обществе безопасность каждого человека наивысший приоритет. Медицина. В созидательном обществе медицина будет высококлассной и бесплатной для каждого человека по всему миру. Представь искусственный интеллект, который вбирает в себя опыт всех лучших врачей мира за всю историю человечества. Он управляет высокотехнологичными роботами, которые выполняют задачи любой сложности. Эти передовые технологии делают медицину в созидательном обществе высококачественной. Сейчас здоровье — это товар, а в созидательном обществе здоровье каждого человека — это приоритет. Ведь нам важно, чтобы каждый человек был здоров, и у нас была здоровая нация. Благодаря развитию нанотехнологий и искусственному интеллекту эпидемии, рак, сахарный диабет, астма и все остальные неизлечимые болезни останутся. Сам подход в медицине изменится. Он будет направлен на лечение болезней. И в целом мы наконец будем получать реальное лечение и реальное выздоровление. С таким развитием медицины и технологий вполне возможно пролонгировать жизнь человека за пределы. Созидательное общество — это здоровые и счастливые люди. Образование. В созидательном обществе образование любого уровня будет бесплатным и доступным абсолютно каждому человеку. Благодаря новому подходу в образованию и передовым технологиям ты в любом время, в любом месте сможешь обучиться и получить новые навыки, легко поменять профессию. Образование больше не будет рутиной. Процесс будет интересным и увлекательным. Например, надев VR-очки, ты будешь изучать человеческое тело изнутри, путешествуя среди молекул. В созидательном обществе ты сможешь учиться в любом университете мира и освоить любую профессию, какую только захочешь. Экономика без инфляции. Первое, что произойдет в созидательном обществе, это списание кредитов с частных лиц, отмена налогов на недвижимость, на частную собственность, никаких процентов по кредитам. Мы начнем с нового и чистого листа. Все это нам позволит сделать экономику нового формата, который будет выстроен в интересах каждого человека. Благодаря этому снимается финансовый гнет с каждой семьи. Рабочий день.
По праву рождения каждому человеку, независимо от статуса, возраста, пола и расовой принадлежности, гарантирован ежемесячный безусловный базовый доход, которого будет достаточно для удовлетворения всех основных потребностей. А если ты хочешь жить лучше, иметь дом побольше или машину премиум-класса, самолет или яхту, то ты можешь легко себе это позволить, работая всего лишь 4 дня в неделю по 4 часа. У тебя будет работа, которая тебе нравится и по душе, которую ты действительно любишь, и где ты сможешь максимально реализовать весь свой потенциал. Всю тяжелую, вредную и монотонную работу будут выполнять роботы и автоматизированные системы. Сейчас это уже постепенно внедряется, но масштабное внедрение в потребительском формате грозит массовой безработицей и коллапсом экономической системы. А в созидательном обществе все иначе. Это принесет только пользу человечеству, ведь технологии будут доступны всем людям. Все эти инновации подарят нам много свободного времени. Наконец, отцы и матери смогут видеть, как растут их дети, и проводить с ними столько времени, сколько хочется. У людей появится время на все: увлечение, саморазвитие, путешествия, приобретение новых навыков и многое другое. Созидательное общество дарит людям свободное время. У каждого работающего человека будет отпуск минимум 2 месяца. Хочешь поехать всей семьей на Мальдивы или в любую точку мира, посетить интересные места или проведать родственников на других континентах? Легко. Ты сможешь проводить свой отпуск реально так, как ты хочешь, а не выбирать то, на что тебе хватит. Пробки на дорогах. Свободные дороги — это реально. И главное — безопасные. Не будет аварий. Мы сможем решить вопрос пробок. Тебе больше не надо будет тратить свое время впустую. В каждом городе будет внедрена умная система, которая связана со всеми машинами через искусственный интеллект. Эта система помогает регулировать и контролировать движение на дорогах, просчитывать наилучшие маршруты. Автомобили в созидательном обществе будут способны блокировать запуск двигателя, если водитель в состоянии опьянения, анализировать мимику, распознавать сонливость, отвлечение водителя. При угрозе автомобиль подаст сигнал водителю. Если он не отреагирует, автомобиль включит аварийные огни, направится к обочине и остановится. Предупреждать водителя об опасности и в критической ситуации брать управление на себя. В созидательном обществе все выстроено вокруг комфорта и безопасности человека. Жилье. Хорошая новость заключается в том, что мы можем обеспечить каждого человека бесплатным жильем. У нас уже есть огромное количество прорывных технологий. Некоторые из них уже сейчас позволяют нам быстро и качественно строить комфортное жилье. В созидательном обществе каждому человеку по праву рождения совершенно бесплатно будет выделено минимум 60 квадратных метров на одного человека. Если у тебя семья из 4 человек, то тебе обеспечен дом в 240 квадратных метров. Никаких кредитов, никакой оплаты за аренду. Тебе не нужно будет платить коммунальные платежи и налог на недвижимость. Дом будет оборудован самыми передовыми технологиями, которые доступны обществу. А это значит, что вся бытовая рутина, такая как стирка, уборка, глажка и приготовление еды, будет лежать на плечах роботов, которые сделают это быстро и идеально. Человек не раб. Человек должен жить свободно и счастливо. Равенство. В созидательном обществе все люди будут обладать равными правами. Расовое разделение будет отсутствовать. В созидательном обществе у тебя будут права на деле, а не на бумаге. Экология и еда. В созидательном обществе, благодаря объединению научного потенциала, мы сможем решить множество проблем, связанных с экологией и климатом. У нас, наконец, будет чистый воздух, чистая вода, еда будет качественной, полезной и вкусной. Ты не будешь волноваться, что поправишься и что еда повлияет на твое здоровье в негативном ключе.
Каждая идея хороша лишь настолько, насколько она осуществима. Это относится и к проекту «Созидательное общество». Мы хотели бы подчеркнуть, что он будет реализован исключительно мирным, демократическим путем, и что эта цель абсолютно реалистична. Однако для этого необходим осознанный выбор каждого человека жить в созидательном обществе. Построение созидательного общества осуществляется в полном соответствии с законом в 3 последовательных этапа. Первый — этап информирования. Второй — политический этап. И третий — общемировой референдум. В настоящее время мы находимся на первом и в то же время самом важном этапе. Цель этого этапа — проинформировать большинство людей на планете о проекте Созидательного общества. Этот этап уже активно реализуется участниками проекта по всему миру. Они рассказывают об основах Созидательного общества и этапах его построения, о его преимуществах, которые будут доступны всем людям, и показывают, как каждый может принять участие в информационном этапе. Только когда большинство людей будут проинформированы и изъявят желание жить в созидательном обществе, будет сформирован электоральный запрос к политикам на построение созидательного общества. Хотелось бы подчеркнуть, что участники в других странах уже общались с представителями политических кругов о созидательном обществе и возможности реализации 8 основ. Отзывы были положительными. Во всем этом была только одна загвоздка. Пока нет запроса избирателей, это остается только хорошей идеей. Но в этом одновременно кроется и большая возможность. В конце концов, политические деятели всегда зависят от поддержки своих избирателей. Высшая цель любого политика, чтобы за него проголосовали. Таким образом, если большинство людей будут объединены целью построения созидательного общества, то найдутся и политики, которые будут ее реализовывать, ведь они хотят, чтобы за них проголосовали. С другой стороны, политики тоже люди, как и мы с вами. У них также есть семьи, друзья, и в созидательном обществе они также будут иметь преимущества, такие как безопасность и признание их деятельности в интересах народа. Все это еще раз подчеркивает важность и безотлагательность активных действий на настоящем этапе информирования и донесения другим людям информации о созидательном обществе. Как определить, что проинформировано уже достаточное количество людей? Очень просто. В нашей стране не останется ни одного человека, который не слышал бы о созидательном обществе. Люди везде будут говорить о созидательном обществе и выражать свою поддержку различными способами, в том числе размещая повсеместно логотип проекта. Наш электоральный запрос на построение созидательного общества, который исходит от большинства избирателей страны, создаст основу для законного осуществления второго этапа. Вот почему так важно и необходимо именно сейчас, на первом информационном этапе, чтобы каждый из нас взял на себя ответственность за распространение информации о созидательном обществе, чтобы каждый вникнул в суть проекта и проинформировал о нем как можно больше людей. От каждого из нас зависит то, как быстро мы сможем перейти к следующему этапу. Итак, при наличии электорального запроса к политикам со стороны большинства активного электората, мы сможем перейти ко второму политическому этапу построения созидательного общества. На политическом этапе нам необходимо привести к власти людей, которые будут продвигать построение созидательного общества. Для этого нам понадобится такой инструмент, как электоральная платформа, функции которой будут расширяться по мере построения созидательного общества. Изначально в каждой стране нужно создать защищенный электронный ресурс, назовем его предварительная электоральная платформа. Она нужна, чтобы объединить людей с целью построения созидательного общества и заключить с политиками договор, чтобы они нас не обманули в очередной раз. На ней люди, поддерживающие созидательное общество,
пройдя регистрацию, смогут осуществлять предварительный отбор кандидатов в представительные органы, а также контролировать и отзывать избранных политиков в случае неисполнения предвыборных обещаний. Предварительная электоральная платформа также будет содержать требования людей к политикам. Внести 8 основ созидательного общества в Конституцию страны и внедрить электоральную платформу на государственном уровне. Из тех политиков, которые берут на себя обязательство исполнить эти требования, мы еще до официальных выборов отбираем на предварительной электоральной платформе тех кандидатов, за которых будем голосовать на предстоящих выборах. Отобрав их, мы заключаем с ними договор на предварительной электоральной платформе. Суть этого договора в том, чтобы юридически закрепить публичное обязательство политиков выполнить наши требования, содержащиеся на предварительной электоральной платформе. А именно, первое. Внедрение 8 основ созидательного общества в Конституцию страны. Второе. Принятие закона, признающего электоральную платформу в качестве высшего законодательного органа. Третье. Принятие закона об отзыве политиков через электоральную платформу в случае невыполнения ими взятых на себя обязательств перед народом. На следующих выборах мы голосуем за кандидатов, с которыми заключили договор на предварительной электоральной платформе. Выборы происходят согласно действующему законодательству отдельно взятого государства. Если, придя во власть, политики нарушат или будут откладывать исполнение условий договора, то мы их можем отозвать, используя все конституционные и законные права, или провести перевыборы полностью. При наличии превалирующего большинства наших представителей в законодательном органе, они беспрепятственно смогут внести 8 основ созидательного общества в Конституцию и узаконить электоральную платформу как высший орган законодательной власти в стране. Какие же функции электоральной платформы на этом этапе? Электоральная платформа представляет собой единую цифровую систему, принадлежащую обществу. Она является высшим органом законодательной власти в стране. С ее помощью на этом этапе мы сможем отзывать избранных нами политиков, контролировать исполнение ими задач, а также накладывать вето на закон, который сочтем вредоносным для людей. Мы привыкли избирать кого-то каждые несколько лет и надеяться, что он выполнит свои предвыборные обещания. Часто мы видим, что заявления, сделанные непосредственно перед выборами, и реальные действия после избрания политика, мягко говоря, сильно отличаются. Какие у нас есть варианты противодействия этому? Мы можем молча сидеть и ждать следующих выборов, где мы напрасно доверимся следующему политическому представителю. Или мы можем попытаться выразить свое недовольство на митингах и протестах. Но давайте посмотрим правде в глаза. Прошлое показало, что это не привело к фундаментальным изменениям, даже когда дело доходило до революции. Юридическая возможность немедленного отзыва политика через электоральную платформу превращает политика из правителя в служащего народа, то есть, так сказать, исполнительный орган воли людей. Мы, как работодатели, можем уволить его в любое время и немедленно, если он не действует в интересах всего населения. Подведем итог. Мы используем существующую политику как инструмент для того, чтобы на основе существующих законов и мирным путем добиться тех изменений, которые действительно отвечают интересам людей. Итак, целью второго этапа на основе существующих законов стран является, во-первых, внедрение 8 основ в Конституцию, во-вторых, принятие закона, делающего электоральную платформу высшим органом законодательной власти в стране, и, в-третьих, внедрение механизма, позволяющего нам, людям, немедленно отозвать избранного политика и назначить на его место другого. Но на этом построение созидательного общества не заканчивается, поскольку созидательное общество возможно полноценно построить только во всем мире.
Ни одна страна или даже союз нескольких стран не смогут реально обеспечить человека всеми благами, которые предусматривает модель созидательного общества. Поэтому нам необходимо провести общемировой референдум о принятии созидательной модели развития всем человечеством. Для подготовки проведения общемирового референдума нужна консолидация всех стран мира. Для этого на общемировом уровне могут проводиться конференции, подписываться необходимые международные договоры, специалисты могут прорабатывать различные вопросы построения созидательного общества. Когда страна приняла электоральную платформу на государственном уровне, то она может принимать участие в общемировом референдуме, уже являясь претендентом на построение созидательного общества и вхождение в единое пространство созидательного общества. Когда все страны приняли у себя электоральную платформу, начинается подготовка к проведению общемирового референдума. Для этого на международном уровне уполномоченные людьми представители стран создают единую общемировую электоральную платформу. Это объединенный электронный ресурс, который принимается всеми государствами как основной элемент власти народа. С его помощью мы сможем контролировать действия наших представителей по подготовке общемирового референдума. Именно на этой единой общемировой электоральной платформе и проводится общемировой референдум о всемирном переходе в созидательное общество единым волеизъявлением всех людей. Референдум также узаконивает единую общемировую электоральную платформу как высший орган власти на Земле и объединяет мир в единую цивилизацию. Это значит, что принятие законов, назначение и отзыв исполнителей, а также все другие общественно важные решения с этого момента принимаются исключительно самими людьми на единой общемировой электоральной платформе. Это начало истинного самоуправления обществом. Именно с этого момента отпадает надобность в политиках, как представителях от народа. Роль политиков станет чисто исполнителей. Они больше не будут стоять над народом, а будут лишь избираться для претворения в действие решений людей. Но сами больше не будут обладать правом принятия решений. Благодаря этой платформе решения будут приниматься уже не отдельными лицами или парламентом, а непосредственно самими людьми. В форме прямой демократии больше не будет никакого другого способа принятия законов. Также общемировым референдумом назначается дата начала переходного периода в созидательное общество, который займет ориентировочно 5-6 лет. Но для запуска переходного периода необходимо подготовиться, а именно перевести экономику на новые рельсы, принять необходимые законы и назначить ответственных исполнителей, сформировать группы специалистов, единую общемировую службу по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Такая подготовка может занять около полугода с момента проведения общемирового референдума. Все решения в рамках подготовительных мероприятий принимаются с помощью единой электоральной платформы, самими людьми, после проработки этих вопросов специалистами. С назначенной референдумом даты старта переходного периода вводится общемировое планирование экономики, ориентированное на спрос. Единая денежная единица, безусловный базовый доход для каждого человека, обнуляются абсолютно все долги, всем предоставляется бесплатное жилье, медицина и образование. Еще в начале переходного периода мы почувствуем значительное улучшение нашей жизни, а по его завершению, когда мы уже войдем в полноценное созидательное общество, то реально ощутим, что такое человеческая, достойная, свободная и безопасная жизнь. С момента проведения общемирового референдума все будет происходить очень быстро. Мы станем единой цивилизацией с общей целью улучшения жизни всех людей. Только представьте, как быстро мы сможем все это реализовать, когда мы объединим весь наш научный, интеллектуальный и человеческий потенциал в одну цель
и направим его на улучшение жизни всех людей. Именно в этом заключается сила объединения. Сила, которая исходит от большинства, когда мы объединены общей целью. Потребуется совсем немного времени, чтобы решить климатические и социальные проблемы, проблемы ресурсообеспечения, и построить мир, о котором мы все мечтаем. Это откроет возможности, которых мы никогда не сможем достичь как отдельный человек, отдельная группа или даже отдельное государство. И тем более в потребительском формате. Созидательное общество — это всемирное объединение всех людей с целью построения мира, в котором человеческая жизнь имеет наивысшую ценность, а именно жизнь каждого человека. Объединенное человечество не означает, что мы теряем свою индивидуальность. Напротив, в созидательном обществе будут сохранены все национальные культуры, традиции и история, и каждый сможет раскрыть свой индивидуальный потенциал. Речь идет лишь о том, что жизнь каждого человека одинаково ценна, и поэтому все будет направлено на улучшение жизни каждого человека. Вы понимаете, насколько эффективны и продуманны эти простые шаги к изменению? Почему мы сначала должны поочередно реализовать все этапы и только потом выполнять все остальные действия? Правильно, потому что тогда мы уже будем действовать не разрозненно и обособленно друг от друга, а как единая человеческая цивилизация. Это совершенно иная отправная точка. Объединив все наши силы, направленные на улучшение жизни всех людей, мы создаем рычаг, позволяющий в кратчайшие сроки решить все проблемы и поднять все сферы нашей жизни на новый эволюционный уровень. 3 этапа необходимы для того, чтобы привести нас именно в такую отправную точку. И самое замечательное в этом то, что мы, люди, можем реализовать это сами. Нам не нужно ждать и надеяться, что кто-то сделает это за нас. Созидательное общество — это проект людей, для всех людей. Lassen Sie uns näher auf die Wählerplattform eingehen. Was ist das genau? Und warum ist dieses Instrument so wichtig für die Umsetzung des Formates? Давайте рассмотрим подробнее платформу для избирателей. Что это такое и почему этот инструмент так важен для реализации формата созидательного общества? Электоральная платформа — это основа самоуправления в обществе. Она возвращает нам, людям, право путем прямого голосования без посредников принимать решение о том, как мы хотим жить как общество. Электоральная платформа представляет собой единую цифровую систему, принадлежащую обществу. Это простое в использовании приложение, которое вы устанавливаете на свой телефон или планшет. Каждый человек будет иметь защищенный доступ. Оно будет единственным инструментом, имеющим юридическую силу для инициирования и принятия законов. Все новые законы или проекты будут публиковаться на этой единой платформе и будут представлены для обозрения всем. Кроме того, каждый будет иметь право вносить свои предложения по законам, которые улучшат жизнь людей. Законы будут приниматься самим обществом посредством голосования. Каждый человек будет иметь равноправный голос и сможет активно участвовать в принятии законов и тем самым в формировании своего будущего и условий жизни. Уровень современной технологии на сегодняшний день позволяет создать такую платформу, которая будет полностью защищена от возможности подделки результатов и будет прозрачна для всех. Достаточно будет, если каждый человек уделит около 30 минут в неделю просмотру инициатив и законопроектов. Формулировки будут четкими и понятными для всех. Достаточно будет проголосовать, согласен ли человек с инициативой или нет. Конечно, эти законопроекты не будут просто произвольно создаваться, а будут подготавливаться соответствующими экспертами и предоставляться в виде предложений. Каждая инициатива будет сначала рассматриваться с позиции того, как это повлияет на жизнь людей. Эксперты в соответствующих сферах жизни не будут принимать решения от имени людей, а будут лишь разрабатывать, обосновывать, объяснять соответствующие предложения. Результаты будут представлены на платформе в виде готового законопроекта со всеми его преимуществами и недостатками для жизни людей. Каждому человеку останется только взвесить для себя, улучшит ли эта инициатива его жизнь или нет.
Инициативы могут быть местного и глобального уровня. Давайте рассмотрим пример того, как может выглядеть такое простое голосование на электоральной платформе. К примеру, Анне пришли на голосование два законопроекта. Разрешать строить дома на берегу водоемов или нет? Суть каждого законопроекта будет кратко и понятно изложена, со всеми пояснениями «за» и «против». Первый законопроект предлагает строить дома не ближе, чем 200 метров от берега, с учетом сохранения экологии. Также предусматривается для всех свободный доступ к водоему с общественным пляжем. Второй законопроект предлагает разрешить постройку прямо у воды. В этом случае возможность иметь дом с выходом к воде получат лишь единицы, а значит, общего доступа к водоему не будет. Кроме того, это навредит экологическому балансу. Как думаете, какой вариант выберет Анна? Есть ли у нас сегодня возможность самим решать, как нам жить? Разве это мы, народ, решили участвовать в войнах? Разве мы просили о повышении стоимости электроэнергии и отопления? Разве мы приняли решение об этой искусственной инфляции и постоянном повышении расходов на жизнь? Кто-нибудь спросил нас, хотим ли мы всей этой социальной несправедливости? Было ли все это волей народа? Или все это было решено за нас? Каким было бы ваше решение по этим вопросам? И как будет выглядеть мир, когда мы, люди, сами будем принимать решения голосовать за законы посредством прямой демократии на электоральной платформе? Сейчас решения принимаются единицами. В основе всех этих решений — деньги и власть. Мы видим, что это завело нас в тупик во всех сферах нашей жизни. Мы не найдем решения в рамках этой системы. Сегодня мы могли ясно увидеть абсурдность нашей нынешней формы общества. Благодаря абсолютно законному ведению электоральной платформы при построении созидательного общества мы сможем поставить в основу всех решений человеческую жизнь. Нам больше не придется жаловаться на пустые обещания политиков или обвинять их в плохой ситуации в стране. Мы все вместе сможем активно построить лучшее будущее для себя и своих детей. Все законы, которые будут приниматься на электоральной платформе, конечно же, должны соответствовать 8 основам созидательного общества, которые будут юридически закреплены в Конституции. Они будут функционировать и распространяться в равной степени на всех людей. Это означает, что не может быть принято ничего, что могло бы угрожать свободе и безопасности человека, что могло бы ухудшить условия жизни или даже отдаленно быть направлено против людей. Направленность и рамки, в пределах которых могут действовать законы, четко определены, а именно служат исключительно улучшению и защите жизни человека. Концепция созидательного общества возникла не в Германии или в какой-либо другой стране, а в результате всемирного импульса людей, исходя из анализа экспертов, юристов, политологов и социологов. Однако правовая и демократическая реализация начинается внутри страны. И именно здесь мы, как граждане нашей страны, и нужны. Мы можем быть положительным примером для других стран, потому что весь мир смотрит на Германию. От реализации нас удерживает наша пассивность и утерянная вера в себя. Мы, немцы, можем полагаться
на нашу организованность и готовность помочь и объединенными силами в короткие сроки реализовать этот план. Мы услышали, что невозможно перейти к политическому этапу, пока не будет завершен этап информирования и не будет обеспечена поддержка большинства в электоральном запросе. Почему информирование так важно? Потому что никто не сделает это за нас. Действовать должны мы сами. Воля народа — это не галочка в избирательном бюллетене, а свободное выражение своей воли повсюду. Когда мы готовы рассказать о том, что мы хотим всем вокруг, информирование друг друга — это способ самоорганизации. Мы, люди, сами несем ответственность за свою жизнь. Если у вас возник вопрос, что конкретно я могу сделать? Ответ — рассказать о проекте своим друзьям и знакомым. Поделитесь информацией в социальных сетях. Используйте все доступные вам возможности. Если вы блогер, расскажите о проекте на своем канале. Если вы работаете с людьми, поделитесь информацией со всеми клиентами. СМИ не расскажут о нас, пока нас не станет так много, что этого больше нельзя будет игнорировать. А пока нам придется приложить немного усилий. Ведь каждый из нас может стать тем решающим голосом на чаше весов в построении созидательного общества. Давайте вместе посмотрим, что мотивирует людей участвовать в проекте и как они информируют других людей. Здравствуйте, меня зовут Арнольд, мне 28 лет. Вскоре я начну профессиональное обучение в области химии. Меня зовут Елена, я учусь на учителя. Я автомеханик. Я работаю архитектором. Я путешествую по миру как цифровой кочевник уже 10 лет. Меня зовут Александр, я из города Штокштадт, Аммайн. Здравствуйте, меня зовут Анжелина, я дипломированный медиадизайнер. Почему я поддерживаю созидательное общество? Потому что для меня созидательное общество — это ответ на вопрос о мирной жизни. Прежде всего, о жизни со всеми людьми на планете, в гармонии и вечном мире. Я хочу, чтобы мы жили в гармонии с природой. Я не хочу, чтобы животные страдали. Для меня также очень важно, чтобы люди во всем мире получали бесплатное и хорошее образование. Я смотрю на глобальные события и на мир глазами детей. Мне становится ясно, что срочно нужно что-то менять. Что-то, что отразится на всем мире. Это формат, в котором мы все живем. Настало время сделать шагом большое и целое. Где мы объединяемся, где мы едины. Выйти за рамки и сделать что-то новое. И сама природа показывает нам, что мы находимся в точке, в которой нам необходимо принять решение. Я подумал, почему в этом мире нет людей, которые наконец-то начали бы строить мир, в котором бы могли жить свободно. Именно поэтому я участвую в проекте «Созидательное общество». И каждый день я вижу, что люди из многих стран поддерживают этот проект, чтобы построить лучший мир для всех нас. Я делаю это прежде всего для себя, своих детей и потомков. Это нужно всему человечеству. И я хочу, чтобы каждый человек на планете имел достойную жизнь и жил в мире. Я прочитала эти 8 основ, и каждая из них глубоко тронула меня. Это то, что я подсознательно искала в течение долгого времени. И когда я узнала, что такой проект уже существует,
И в нем участвует так много людей, я просто решила, я должна в этом участвовать. Я просто обязана в этом участвовать. Потому что если все люди на Земле объединятся и будут действовать вместе, то, конечно, мы сможем создать невероятные вещи и в будущем прекрасно жить в единстве. Когда люди объединяются в одной цели, с одним видением будущего, это то, чего так не хватает в этом мире. Благодаря проекту «Созидательное общество» я познакомилась со многими интересными участниками, которые все очень разные, но у всех у нас одна цель, а именно построить гуманный мир. Сейчас я озвучиваю женский голос в одной из передач для проекта «Созидательное общество». По профессии я не диктор, а медсестра. Для меня большая честь иметь возможность таким образом поддержать этот проект, потому что для меня проект «Созидательное общество» — это самая важная инициатива, которая реализуется людьми для людей. Проект «Созидательное общество» отражает то, что я желаю для себя лично и для всех людей в этом мире. Я поддерживаю его и стараюсь участвовать в нем как можно активнее, чтобы проинформировать всех людей об этом проекте. На вопрос о том, как я информирую о созидательном обществе, я могу сказать, что только на собственном примере, рассказывая о значении такого формата общества. Я поддерживаю проект, я разговариваю с друзьями и родственниками. Я информирую людей в моем окружении, в той местности, где я живу, и в поездках. Я разговариваю с людьми. По мере моих сил я стараюсь проинформировать как можно больше людей, чтобы мы могли перейти к следующему этапу. Просто разбудить людей и сказать: «Эй, мы должны идти вместе в другую сторону, не идти как лень, а потом броситься с него, а просто вместе найти выход из этой дилеммы». Как и все наши участники, я активно информирую людей о созидательном обществе, рассказывая своим знакомым о проекте. Я также помогаю с видеомонтажом наших роликов для социальных сетей. И еще раз даю много визитных карточек. Куда бы я ни пошла, я просто оставляю там несколько визиток, а также даю их людям в руки и говорю пару слов. И, конечно, информирую людей через альтернативные СМИ, размещая там небольшие посты. И каждый делает то, что может, что хочет. Никого не заставляют. Будь то, например, съемка видео или видеомонтаж, перевод или написание текстов, синхронный перевод. Есть разные вещи, в которых вы можете принять участие, если захотите. Я также попросила свою дочь сделать для меня наклейки. Вы можете увидеть их здесь, на моей машине. И теперь я езжу так по городу, и люди спрашивают меня об этом. Я поддерживаю проект «Созидательное общество» следующим образом. Я подготавливаю и оформляю информационные материалы, такие как флаеры, плакаты, визитные карточки, превью для видеороликов, например, которые вы можете увидеть на YouTube. Я информирую там, где у меня есть возможность. Например, с помощью видео или в ТикТоке. Везде появляются возможности поговорить с людьми. Если мы все приложим немного усилий и подумаем о том, что даст нам этот проект, созданный людьми для людей, тогда у нас появится возможность изменить ситуацию. У каждого из нас есть сердце, и мы должны наконец-то начать прислушиваться к нему, чтобы построить на этой планете лучший мир.
Это действительно очень вдохновляет. Люди объединяются ради безопасного будущего. Это так здорово видеть на первый взгляд таких разных людей, объединенных одной целью, которые находят разные способы распространения этой жизненно важной информации. Знаете ли вы, как быстро можно проинформировать весь мир? Это можно рассчитать с помощью математической формулы. Если каждый человек расскажет еще 5 людям о созидательном обществе, то мы сможем завершить первый из 3 этапов всего за 2 недели. Когда речь идет об информировании, то нет предела нашему творчеству. Например, те, кто обладают музыкальным талантом, создают музыкальные произведения и через музыку передают идею объединения. Мы также рады услышать один из таких вдохновляющих примеров прямо сейчас, песню, сочиненную самими участниками специально для сегодняшней конференции. Wir unterschätzen unsere Kraft, wenn wir vereint sind. Jeder will glücklich leben, in Frieden und ohne Sorgen. Unsere Kinder werden sich frei entfalten können, grenzenlos. Zeit, sich selbst zu fragen, wo wir eigentlich sind, zu warten auf Wunder, macht doch keinen Sinn. Wo ist das Leben? Wir sind mittendrin und kriegen das nicht hin. Durch Kraft und Seele wohnt es anzugehen. Sich für jeden von uns lohnt, das Leben wählen. Heißt handeln hier und jetzt, denn Zukunft entsteht jetzt. Es ist Zeit, unser Land braucht Einigkeit. Unser Land braucht Möglichkeit, aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Jeder Mensch braucht Einigkeit, jeder Mensch braucht Möglichkeit, aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Uns fehlt nur dieser kleine Schritt, der Schritt zur kreativen Gesellschaft. Eine Welt, die sich jeder wünscht. Alles wird so einfach sein, wenn wir uns in diesem Ziel vereinen. Es ist unsere Chance. Zeit, uns zu entscheiden. So wie es jetzt ist, darf es doch nicht bleiben. Lasst uns unsere Zukunft selber schreiben, denn das Gute braucht uns, das Wunder liegt in uns. Mut, die Hand zu reichen, das Unmögliche zusammen zu erreichen, über allem steht Wert des Lebens, für alle Menschen gleich. Es ist Zeit, unser Land braucht Einigkeit, unser Land braucht Möglichkeit, aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit, es ist Zeit. Jeder Mensch braucht Einigkeit, jeder Mensch braucht Möglichkeit, aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Hand in Hand, zusammen für das gleiche Ziel. Vereinen wir uns, die Zukunft kann jetzt kommen. Und dafür ist jetzt Zeit. Es ist Zeit. Unser Land braucht Einigkeit. Unser Land braucht Möglichkeit, aufzublühen. Es ist Zeit, endlich Zeit. Es ist Zeit. Jeder Mensch braucht Einigkeit.
Большое спасибо за этот замечательный музыкальный подарок. Мы искренне благодарим участников, подготовивших его, а также всех тех, благодаря кому эта конференция состоялась, а также всех людей, которые помимо работы и других обязанностей в свободное время неустанно участвовали в подготовке. Огромная благодарность нашей технической команде, переводчикам из 60 стран, которые правдиво и беспристрастно смотрят на мир и рассказывают о нашей стране в своих странах. Уважаемые зрители, я уверен, что вместе мы сможем построить созидательное общество. У нас действительно есть шанс. Для этого необходимо участие всех людей, потому что созидательное общество ориентировано на все человечество. Мы должны преодолеть разделение и разобщенность, с которыми мы никогда не были согласны. Нет ничего, что нас разделяет. Мы, люди, нас всех объединяет стремление к человечности и любви. Благодаря 8 основам созидательного общества гарантирует жизнь единой человеческой семьи так, как мы этого хотим, в мире, любви и уважении. Мы поняли, что у сегодняшнего формата общества нет будущего. Целостные решения не осуществимы и не предусмотрены в этом мире, ориентированы на прибыль и власть. А в созидательном обществе мы можем задать другой вектор. Важные решения будут приниматься ответственно и всегда согласно с интересами людей. 8 основ укажет нам путь. Как мы увидели сегодня, созидательное общество — это то, за что всегда выступала наша страна. За права человека, социальное обеспечение, за экономику, которая должна служить на благо народа, за прогресс и гармонию с придой. Созидательное общество гарантирует все это, потому что центральное место в нем занимает человек. У кого, как и у нашей страны, есть потенциал сделать первый шаг к созидательному обществу. Представьте себе потенциал, который будет раскрыт. Все светлые умы этого мира из самых разных областей объединятся на междисциплинарной основе во имя общей цели улучшения жизни людей. И нам срочно нужен этот потенциал сейчас, так как прогрессирование природных катастроф требует быстрых решений, на которые способна только объединенная наука. Для этого нам необходимо созидательное общество. Поэтому сейчас самое время действовать. Мы больше не можем ждать и надеяться, что кризисы и несправедливость прекратятся в нашем нынешнем формате общества. Мы должны сами взять на себя ответственность за нашу жизнь, за наше общество, за нашу страну. Сейчас пришло время действовать. Давайте начнем сегодня сплоченно, мирно и с уважением к человеческой жизни. Давайте воспользуемся этим шансом и решим наши кризисы и проблемы в корне, вместе, изменив формат с потребительского на созидательный, в котором жизнь каждого человека будет достойной и безопасной. Вы можете внести свой вклад в позитивные изменения прямо сейчас, поделившись ссылкой на сегодняшнюю конференцию и распространив эту идею дальше. Вы можете узнать больше о проекте на нашем сайте creativesociety.com. Расскажите своим соседям, друзьям, знакомым о созидательном обществе. Вместе мы построим надежное будущее. Выбор за нами. Очень чувствуется запрос людей по всему миру к переменам. Хотят люди это. А раз хотят, значит нужно что? Альтернатива новая. Если люди хотят перемен, если люди хотят жить достойно, значит они должны жить достойно. Но для того, чтобы мы это сделали, нужно немножко приложить усилия. На сегодняшний день я скажу, и политики поддерживают уже, в странах уже пошло во многих это все. И действительно это будет набирать обороты.
скажем, Eğer adamlar если öz нужно даже görüşlü пройти, hizmet опросы etseler, сделать adamlar среди nefret людей. eden, Есть свободная минута, iди по домам, onu olur разговаривай с nefret людьми, eden общайся, yaşatırlar. рассказывай. Ama bunun için biraz Но sağlar некоторые так уже doğru. поступают, и Hakikat. это дает хороший Şu orta Aydar'ın Быстро вы как поделились тоже, что расскажи, почему ты siyasetçilere голосуешь за yan определенного bağlayarlar. кандидата, что он поддерживает Конечно. восемь основ, то есть Ontaylayarlar. и людей Katılıklarda возникнет böyle интерес, yan что это başlarını за Что восемь это основ. за hakikaten восемь основ и почему? Mesela Это adamların самое arasında главное, что мы geçilen это darlalara действительно можем geçmek реализовать. hem Но что для kıyım этого olmaya. необходимо? Mut Предложить minut var adamlarla действительно перестать быть врагами друг aytmak друга için и научиться hava любить и olarım уважать друг olarım друга. Ведь мы kabiri же хотим, yan чтобы şeyler нас уважали и нас Şunun için любили. hem Разве не так? şakalar Так. veriyor. Так давайте любить друг друга. И давайте Havaya da nem için böyle bir Давайте kandidata перестанем ses лениться. veren dönüyordu. А встанем и Ma пойдем. aytti. Пойдем к светлому. Nerede paylaşan aydım bir aydınlık. Adamlar 8 tane baştan çok neme dövülen bir planmalı. Bu 8 esas nem için. İnge saatte biz onu hakikaten yerine getirdiler. Yani nem için nem etmeli. Hakikaten bir düşman olmam. Bir sevme ve hormatlama olanları ve hormatlama sevme izleyer. Bu da orada yani. Şunun için gelin bir hormatla yaltı olmalı. Dese de turup gidelim. Yani geleceğe taraf yol açalım.